Так, все, да, мы в эфире. Итак, всем привет. Мы сегодня будем обсуждать фильм режиссера Андрея Тарковского «Солярис». А, Вообще, я хочу перед тем, как мы начнем делиться мнениями вообще о том, как у кого прошло знакомство с этим режиссером, нужно сказать пару слов о самом режиссере. Вообще Тарковский, про него говорят, что он самый перехваленный, самый недооцененный, воплощение русской духовности, мастер пафоса, снобизма и звенящей пустоты, творец, пишущий собственной кровью. Все это про Андрея Тарковского. Вообще, обычно у неподготовленных зрителей ключевые слова в отзывах на фильмы Тарковского долго, скучно, сложно. При этом он всегда был и остается важнейшей культурной константой, на которую ориентируются режиссеры во всем мире. Его цитируют такие режиссеры, как Ларс фон Триер, Стивен Содерберг, Андрей Звягинцев. Именно с Тарковским, наряду с Эйзенштейном, Кулешовым, Довженко, Бондарчуком ассоциируется русский кинематограф за границей. С чем связан этот парадокс и почему одни считают эти фильмы сверхценными, а другие обесценивают? Главный ответ – это в устройстве самих этих фильмов. Обычно в экспозиции зритель знакомится с главными героями и хочет разглядеть их. В своих фильмах Тарковский требует от зрителя внутренней и эмоциональной, а еще интеллектуальной работы. И если включиться в этот процесс, фильм будет затягивать как воронка. А если нет, то обычно, наоборот, его фильмы отталкивают зрителя. Итак, Андрей Тарковский. С чего начать смотреть его фильмы? Вообще, ребят, кто знает о том, кто какие фильмы Тарковского видел или, может быть, слышал? Кто с чем знаком? «Сталкер», да. И все, да? Как бы больше. Вообще у Тарковского всего 7 самых знаменитых, ну, точнее, нет, у него 7 картин, которые он снял за всю свою жизнь, это 7 полных метров. Это «Иваново детство» 1962 года, за которое он получил главный приз Каннского фестиваля. Кто знает, какой приз? Что это за приз? А, Да, да, да. «Пальмовая ветвь». Андрей Рублев в 1966 году он снимает. Далее он снимает «Сталкера». Нет, нет, вру. Сначала «Зеркало» у нас 1972 год, потом «Сталкер» 1979, «Зеркало». Так, ребят, я, по-моему, все переврала. «Сталкер» 79. Забудьте все, забудьте, да, о чем я говорила. «Иваново детство», Андрей Рублев, «Солярис», «Зеркало», потом «Сталкер», «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Вот так. Да, вот эти 7 картин. Ну так вот, «Иваново детство» это, да, скажем, это исторический фильм. Это фильм про войну. Собственно, это картина о том, как вообще война повлияла на судьбу маленького мальчика. То есть в основном там в главной роли это маленький мальчик. Вот. Но, честно сказать, я пока еще сама до этого фильма не дошла, потому что, наверное, в нынешних реалиях вообще фильмы про войну, они меня скорее отталкивают, и мне не очень хочется как-то это все смотреть, ну вот, особенно во все это погружаться. Фильм Андрей Рублев это фильм об отношениях художника и властей в средневековой Руси.
Этот фильм получил приз кинопрессы в Каннах. Вот. И в обе... Ну, кстати, вот этот Андрей Рублев, он очень знаменит тем, что в этом фильме Тарковский, все обсуждают, сжег он корову на самом деле или это все-таки был спецэффект. Потому что сам Андрей Тарковский говорит о том, что на корове была асбестовая попона, да, но как бы здесь в основном, ну, никто ему не верит, да, в основном, почему критикует этот фильм. Ну и, конечно, то, что он лошадь сбрасывает с высоты, и лошадь там ломает себе ноги. Вот, тоже, ну, как бы говорят, что это просто спецэффект. Но, честно сказать, не знаю, фильм без этих сцен вполне мог себе обойтись. Вот, и вообще это достаточно тяжело все это смотреть, и это причина, почему я до сих пор эти две картины пока не заставила себя посмотреть. Мне как я решила тоже, как и вы, начать свое знакомство с Тарковским с фильма «Солярис», который мы сегодня будем с вами обсуждать. «Сталкер», да, «Сталкер» я смотрела. Это экранизация романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». Но там, понимаете как? Экранизация в случае с Тарковским я бы сказала, что не стоит ожидать полного цитирования фильма. Потому что те, кто знает творчество Андрея Тарковского, это достаточно даже и глупо было бы ожидать даже, я бы сказала, такого от него. Вот. Так, попробую все-таки поставить микрофон погромче, потому что мне кажется, что меня плохо слышно будет. Вот. Угу. Ну, хорошо. Еще более сложная форма у исповедального фильма «Зеркало». Там главную роль играет великолепная Маргарита Терехова. Это, ну, по крайней мере, очень многие критики говорят о том, что в карьере Маргариты Тереховой фильм «Зеркало» занимает одну из самых главных ее работ. Это достаточно сложная работа, потому что она одновременно играет там и мать героя в его воспоминаниях, и его жену. И там таких задвоений достаточно очень много по фильму. То есть, например, сын героя — это и сам герой тоже в его воспоминаниях, да, бабушка, например, которую, кстати, эта роль досталась самой матери режиссера Марии Ивановне, вот, и эта бабушка, она почему-то не узнает собственного внука. Внук при этом разговаривает с несуществующими жильцами квартиры, да, то есть там логика в этих нестыковках появляется, когда ты понимаешь, что фильм воспроизводит работу памяти. А память, она обрывочна, в ней постоянно что-то искажается, подменяется, где-то ты что-то помнишь, что-то не помнишь. Вот. И достаточно, в общем... Нет, я этот фильм видела. Вот. Я считаю, что это потрясающе. Я готова пересматривать эти фильмы. Вот. Для меня вот «Солярис», «Сталкер», да, и фильм «Зеркало» — это, пожалуй, самые любимые фильмы Андрея Тарковского. Вот. Ну и с каких фильмов не стоит начинать? Это как бы дисклеймер, это не мое мнение, потому что я как раз пока эти фильмы не трогала сама, да, я пока еще до них сама не дошла. Я думаю, что мы с вами посмотрим. Постепенно все-таки будем знакомиться с творчеством этого гениального режиссера. Ну так вот, «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Эти фильмы снимались в Италии и Швеции. Тарковский в то время уже был в изгнании. И фильм «Жертвоприношение» вдобавок является еще и творческим завещанием режиссера. Это последняя его работа. Он уже в то время был болен раком легких, проходил учение. И к тому же, можете себе представить, да, то есть он узнает о своей болезни. В этот момент он в изгнании, его фактически советская власть выдворила из страны, и он не мог вернуться домой к своей матери. Ну вот, это вот достаточно такая печальная история.
И причем его коллеги, та же самая Наталья Бондарчук, когда она, ну, в то время, да, Советский Союз, это надо понимать, то есть, когда ты выезжаешь за границу, тебе НКВД, ФСБ, или что там у нас там такое было, наверное, НКВД, да, тогда еще в те годы, тебе представляет человека, который с тобой везде ездит, везде путешествует, и, соответственно, когда она была там, да, по-моему, это где-то во Франции дело было. Она говорит, я хочу заехать в клинику, где Андрей Тарковский, да, проходит лечение, потому что он был очень одинок, ему было очень плохо, вот, это уже практически, я так поняла, какие-то последние, да, его мгновения там жизни были. И вот этот товарищ, он сказал, что, вы знаете, вы что, с ума сошли, я вас не пущу. Вот. И, в общем, не получилось. Хотя она говорит, что я рвалась, как вот эта Харя, да, из «Соляриса». Кто не знает, Наталья Бондарчук — это актриса, которая играет в «Солярисе» главную роль. Это Харя. Это она. Вот. Ну и вообще надо сказать о том, что Тарковский, он как человек был достаточно сложным, человеком со сложным характером, со сложной судьбой. Он практически, у него никогда не было каких-то больших денежных накоплений, у него всегда были долги, причем долги, да, там просто в космических каких-то масштабах. Жил он всегда очень скромно. Надо сказать, мы вот в прошлом эфире как раз вспоминали Никиту Михалкова. Надо сказать, что Никита Михалков знаком с Тарковским практически с самых своих детских лет. Потому что брат Михалкова, Андрей Кончаловский, он тесно сотрудничал с Андреем Тарковским. Вообще в их доме он был очень частым гостем, да, то есть практически Михалков, он вырос, да, он даже, его знает скорее даже не как вот режиссера, да, не в том амплуа, в котором мы с вами знаем, а он просто вот как лично с ним был знаком, и он рос, да, вместе с ним. Вот. И вообще Тарковскому не просто давалось общение с коллегами по съемочной площадке, потому что многие считали его деспотом, тираном, поэтому он старался всегда работать с одной командой. И эта команда в основном понимала друг друга с полуслова. Например, «Иваново детство» и Андрей Рублев, эти фильмы он создал. Да, и «Солярис», кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, он создал с оператором Вадимом Юсовым. Вот. И Тарковский тогда, он собирался сотрудничать с Вадимом Юсовым и дальше, но когда уже после «Соляриса» они собрались снимать фильм «Зеркало», Юсов, прочитав сценарий, сказал, что он не будет снимать этот фильм, потому что он считает эту историю слишком личной для Андрея Тарковского и слишком автобиографичной. Вот, поэтому он отказался, к сожалению. А так, да. Ну, вот у Вадима Юсова, видимо, были какие-то свои собственные соображения. Может быть, его как-то это лично заботило, да, может быть, он переживал за то, что это будет неэтично влезть в душу к другому человеку, потому что когда ты работаешь, да, ты погружаешься в эту работу, ну, то есть по каким-то своим причинам, какие-то личные мотивы. Вот. И я хочу сказать, обратите внимание вообще в фильме, да, как это вот все, что делал Вадим Юсов, вы видите, да, в фильме «Солярис», то, как вообще снят этот фильм, какие планы, да, то есть как показана природа. Например, в одном из своих интервью, которые я смотрела перед тем, пока готовилась к программе, Наталья Бондарчук, она рассказывает, что, вы понимаете, мы выезжаем на съемку на природу, да, вот этот, где домик вот этот снимался, где вот это озеро, говорит, я когда, ну, проходит, значит, съемочный день, говорит, я потом отсматриваю материал, и я не узнаю то место, в котором я, собственно, была, потому что я, говорит, видела тот же самый, казалось бы, пейзаж. Этот дом, эти деревья, эти корни, там, может быть, себя в отражении.
Но потом я беру отснятый материал, да, то, как это сделал Юсов, и говорит, я вообще, ну, какое нужно художественное зрение иметь, чтобы заметить эти корни, как они красиво выглядят, да, поставить этот кадр. Ну, и, в общем, она просто в полном восхищении, она вообще отзывается о всей команде как о великих людях. Это однозначно и абсолютно. Вот. Кроме этого, практически во всех фильмах Тарковского снимался Николай Гринько. Те, кто не знает, кто это, он играет отца Криса в «Солярисе». В «Ивановом детстве» он играет полковника Грязнова, в «Андрее Рублеве» иконописца Даниила Черного, в «Солярисе», я уже сказала, это отец Криса, в «Зеркале» это директор типографии, а «Сталкер» это профессор. Так что, Сереж, ты должен быть с ним знаком. Кроме этого, в 3 фильмах, это Андрей Рублев, «Солярис» и «Зеркало», в эпизодических ролях снялась на тот момент мосфильмовский организатор кинопроизводства Тамара Огородникова. Кто смотрел «Солярис», вы помните этот ахматовский профиль, да, это мать Криса, да, ну, мне кажется, она очень колоритная, ее трудно, мне кажется, забыть. Ну, вот, в общем, она тоже потрясающая в этой роли, мне очень понравилось. Ну и, собственно, Тарковский очень тесно сотрудничал с музыкантом Эдуардом Артемьевым, который как раз написал музыку и к «Солярису», и к «Зеркалу», и к «Сталкеру». Но мы об этом еще поговорим, об Эдуарде Артемьеве, потому что это тоже очень весомое имя в российском кинематографе. Он написал музыку просто к большому количеству картин. Вот. И он один из тех немногих музыкантов, который работал с уникальным инструментом. Это называется синтезатор АНС. Мы попозже об этом дойдем и поговорим. Вообще, что говорят о Тарковском в мире, да? Например, Ингмар Бергман, я хочу процитировать. Фильм, если это не документ, то это сон, греза. Поэтому Тарковский самый великий из всех. Для него сновидения самоочевидны. Он ничего не объясняет. Да и что, кстати сказать, ему объяснять? Он ясновидец, сумевший воплотить свои видения в наиболее трудоемком и в то же время наиболее податливом жанре искусства. Всю свою жизнь я стучался в дверь, ведущую в то пространство, где он движется с такой самоочевидной естественностью, и только лишь раз или два мне удалось туда проскользнуть. Кроме этого, что говорит о Тарковском такой режиссер, как Акира Куросава? Я люблю все фильмы Тарковского, его самого и его работы. Каждый его кадр – это великолепное изображение само по себе. Но готовое изображение – ничего больше, чем несовершенное воплощение его идеи. Его идеи реализованы лишь частично, но он должен был это сделать. Да, кстати, я здесь тоже хочу подчеркнуть то, как нужно смотреть фильмы Тарковского, да, то есть, если мы говорим о его фильмах как об обычном кино развлекательного жанра, то, естественно, это будет достаточно тяжело все это смотреть. Но если вы будете представлять, что, условно говоря, вы смотрите на полотно где-то в Третьяковской галерее, и только по каким-то причинам это полотно, оно еще и движется, вы будете просто каждый раз завораживаться этой картиной, да, потому что если вы любуетесь каждым кадром как полотном, и вы рассматриваете, вы даете режиссеру, да, погрузить себя вот в эту атмосферу, да, вы не сопротивляетесь, а вы вступаете вот с этим фильмом в такой симбиоз, вы начинаете рассматривать, да, вот эти вот детальки, что там, как, почему так этот кадр поставлен, а что вот здесь, потому что надо сказать об Андрее Тарковском, он же по образованию вообще
так, не дайте мне соврать, он, по-моему, то ли искусствовед, то ли художник. Ну, короче, у него первое образование художественное. Поэтому он, естественно, это отразилось на всех его работах. Очень много в его фильмах отсылок к каким-то произведениям искусства, да, полотнам. Мы позже об этом поговорим. То есть в «Солярисе», например, забегая вперед, это отсылки на картину Венера Милосская, на полотна «Возвращение блудного сына». Вот. То есть это тоже там все не просто так. Ну и, конец, режиссер Ларс фон Триер сказал, что просмотр фильма «Зеркало» был духовным переживанием, потому что передо мной открылись миры, о существовании которых я не знал, но которым сразу почувствовал симпатию. Ну, вообще, Тарковский — это тот режиссер, которого, ну, его знают во всем мире, да, это надо понимать, что другие режиссеры его цитируют, да, в своих фильмах. Мы тоже об этом, кстати, с вами поговорим чуть позже. Ну так что, давайте тогда потихоньку переходить к «Солярису». Давайте я вам сейчас немножечко покажу, что я заготовила на сегодня по изображениям. В общем, смотрите, перед вами сейчас это коллаж из постеров к фильму «Солярис». Это все такие исторические документы, поэтому можно поразглядывать. То, почему на постерах вот эти круги, да, нарисованы, мы с вами попозже об этом поговорим. На это просто пока нужно обратить внимание о том, что они пока есть, да, в какой форме, мы попозже к этому вернемся, потому что это все не просто так. Вообще тема круга для фильма «Солярис» — это такая тема краеугольная, да, то есть она много там где появляется, она символична, вот, поэтому просто пока держите это в голове у себя. Вот, но это вот, собственно, кадр, это в режиссерском кресле сам Андрей Тарковский, да, то есть он дает здесь указания своей съемочной группе. Это кадр из фильма «Иваново детство». Это кадр из Андрея Рублева, да, то есть вы сразу, да, о чем мы говорили, как картину, да, то есть если, в принципе, вот один кадрик мы берем просто, да, то есть он смотрится вполне естественно как картина, вот. Это фильм «Солярис», да, отсылка к возвращению блудного, к библейским мотивам, возвращению блудного сына. Это кадр из фильма «Зеркало», как раз Маргарита Терехова. Ну, вообще, это вот мой любимый кадр. Я просто «Зеркало» обожаю его. Просто потому что Маргарита Терехова, я и готова любоваться вечно ее игрой. Вообще она потрясающая. Ну и, конечно, вот эта эстетика, которая есть в фильме «Зеркало», она тоже присутствует, и она великолепна. Так, дальше что у нас? У нас, ну тут Сережа должен угадать. Угу. Так, это из фильма... Так, сейчас я вспомню слово. «Ностальгия». А это фильм «Жертвоприношение». И так потихонечку давайте пока перейдем к следующему, да, параграфу. Давайте начнем говорить про «Солярис» со Станислава Лема, наверное. Это перед вами, кстати, сам портрет, да, Станислава Лема. Это тот самый писатель, который, собственно, написал сценарий к фильму «Солярис», и тот, который написал, ну, перед этим он написал книгу. «Солярис», нужно понимать, что как раз те годы 60-е для Советского Союза, это как раз, да, Гагарин летит в космос, это вообще, вот эта вся космическая программа, она активно
развивается жанр научной фантастики, появляются книги братьев Стругацких, в том числе вот и Станислав Лем тоже, он много писал про научную фантастику, про освоение космоса. Они вообще они были уверены, да, что научный прогресс, он возможен только тогда, когда люди, скажем, перестанут воевать, да, и уже, ну, каким-то вырастут духовно, да, и тогда они смогут вот куда-то уже лететь, завоевывать другие миры, скажем так. Вот. Вообще, когда были съемки фильма «Солярис», Андрей Тарковский и Станислав Лем, они страшно ругались, потому что когда Станислав Лем понял, что исчезает из этого из экранизации вся научная составляющая, которая в книге Станислава Лема как раз занимает ключевую роль. То есть в книжке роман Криса и Харри, он где-то на втором плане, да, то есть он просто как какая-то такая иллюстрация того, что может океан, да, иллюстрация способностей океана. Вот. И нужно сказать, что Станислава Лема очень сильно интересует сама планета Солярис. Земля его там не интересует. Там Земли практически нет. Действие этого произведения начинается в тот момент, когда Крис прибывает, собственно, на сам Солярис, на научную станцию. И, конечно, когда Станислав Лем узнал о том, что Тарковский ввел в сюжетную линию отца, мать, а мать это еще и родина, мать это, да, страна. И тут он вообще, конечно, взбесился, говорит, что Тарковский там еще и ввел там какую-то чью-то тетю, да, то есть там такого плана. Он, конечно, был в страшном бешенстве. Вот. И, в общем, этот роман очень классный, он очень потрясающий. Я прям всех, кто его не читал, я всех призываю прям его прочитать, потому что вы получите наслаждение. Вот. И, возможно, для себя найдете что-то, что вы не нашли для себя в фильме, да, Тарковского, потому что, опять же, нужно сказать, что это абсолютно разные произведения. То есть я бы даже не сказала, что фильм «Солярис» — это есть экранизация. То есть это нужно просто понимать, что, ну, хорошо, иди. Мгм. Камеру выключить? Мгм. Ага, хорошо. Ну так вот, мы продолжим. А, так, о чем это я? Ну, в общем, книга вообще потрясающая. Вот, я вот к чему говорю. Обязательно прочитайте, те, кто не читал. Итак, Дим, давай. Сейчас мы потихонечку переходим к Солярису, да, к самому фильму. Пока расскажи нам свои впечатления. Как тебе смотрелось?
Да, да. Вообще здесь я тебе могу сказать, что да, вот вообще давай начнем с того, что для Тарковского, для него вот эта тема научной фантастики, да, она практически ничего не значит, он везде ее в своих фильмах вычитает. Это мы видели как в «Солярисе», это мы видели в «Сталкере», да. Только если, например, Станислав Лем, он до конца боролся, да, он очень хотел, чтобы его, ну, вообще его книгу, да, практически, наверное, экранизировали полностью, ну как, максимально близко к тексту, да. Вообще, если я могу сказать, что «Солярис» несколько раз экранизировали, а именно, я бы сказала, что, ну, я знакома именно с тремя экранизациями «Соляриса». И, по-моему, мое мнение сложилось такое, что Станислав Лем о первой экранизации, возможно, просто не знал, потому что про нее он почему-то нигде не говорит. Но вообще в своих многочисленных интервью Станислав Лем неоднократно говорит о том, что экранизация Тарковского, она просто безобразна в том плане, что если я сказала сейчас о том, что Тарковский вычитает элемент фантастики из своих фильмов, то в своих интервью, в своей рецензии Станислав Лем, он говорит более жестко. Он говорит, что Тарковский ампутировал этот фантастический элемент. И говорит, что для Тарковского Солярис не важен, для него важна Земля. Если для Станислава Лема важен космос, тема его покорения, тема научной фантастики, то для Тарковского важен сам человек, сама личность в первую очередь. И скорее он взял из книги Лема скорее идею, да, о том, что вот как бы вот можно э, создать, да, такую обстановку, да, что будет, если мы поместим главных героев туда. Потому что, опять же, у Станислава Лема в книге нет ни отца, ни матери, ни других каких-то родственников Криса. Тарковского они присутствуют, потому что для Тарковского тема отца и тема взаимоотношений с матерью, они очень важны. Мы это с вами убедимся чуть позже, да. Но сразу я могу сказать, что там даже музыкальная тема, та, которая звучит в произведении, именно это Бах, это хоральная прелюдия фа минор, вот, из хоральной книжечки. И те, кто не знает, вообще вот это все эти хоральные произведения, это для, ну как, это для церкви, да, фактически это все сочинялось. И там есть текст. Текст, он содержит молитву, и это, по-моему, если я не ошибаюсь, тема, ну, то есть, сейчас скажу, но это обращение к отцу, да, то есть, и как раз это вот тема, там, по-моему, когда мы просим о прощении у Господа, и как раз те, кто знаком, например, с этой мелодией, они сразу могут понять, ага, то есть здесь у нас не только какие-то экзистенциальные, да, смыслы вот этого взаимоотношения с отцом, но здесь еще и религиозный подтекст, да, в этой картине имеется. И причем он транслируется именно вот так вот завуалированно. А, ну, давай немножко поговорим о том, опять, да, вот про. Нет, пожалуй, пока не с этого начнем. Я начну с небольшой предыстории о том, как вообще появился этот фильм. А появился он в тот момент, когда Стэнли Кубрик в 1968 году выпускает фильм «Космическая Одиссея». Это
эпохальный просто фильм, да, это он очень во многом опередил свое время. Сейчас, секундочку, я хочу посмотреть сразу циферки, чтобы вам не соврать. Да, так вот, чтобы вы понимали, «Космическая Одиссея», бюджет фильма составил 12 миллионов долларов, а сборы составили 146 миллионов долларов. Это по всему миру. Именно не в прокате, это именно просмотр в кинотеатрах. Этот фильм гремит. Он гремит на всех фестивалях, он гремит по всему миру. Собственно, как раз после просмотра этого фильма, когда Андрей Тарковский выходил, он сказал, что этот фильм полная фигня, и что Тарковский снимет лучше. Давайте я вам покажу для тех, кто не смотрел фильм «Космическая Одиссея». Пару слов скажем, да, об этом фильме. Это так выглядит постер. На постере представлен искусственный интеллект HAL 9000. Его зовут. Так, ну у нас Сережа, который когда-то смотрел этот фильм, немножко отошел, но ничего. Я думаю, что он включится. Давайте я вам просто покажу некоторые кадры этого фильма. Например, фильм начинается вот с такой вот. Это 1968 год, чтобы вы понимали. Вообще, я когда готовилась тоже к этому эфиру, я пересматривала «Космическую Одиссею», и, конечно, эта картинка, она поражает, потому что ты вообще ни за что не подумаешь, да, что это вообще такое. Такое было возможно в те года. То есть вот представляешь, да, вот какая красота. Я, если честно, просто оторваться не могла от этих пейзажей. Фильм начинается с того, что нам показывают Землю доисторическую, того периода, когда люди были еще австралопитеками. И сюжет заключается в том, что австралопитек превращается, как он превращается в человека, да? То есть эти австралопитеки, они находят странный обелиск, черный. И тот момент, когда они к нему прикасаются, человек начинает развиваться, да, то есть он находит первую свою кость, он начинает ее, ему приходит на ум мысль, что эту кость можно использовать не только как, ну, я не знаю, просто как кость, да, а как оружие, как инструмент. Один из вождей племени убивает после этого другого вождя, другого племени, и нам показывает, как начинает зарождаться вообще, ну, как вот человек прям в самом зародыше, да, в самом каком-то начальном своем первом шаге, там, я не знаю, от обезьяны, если хотите. И потом следующим кадром нам, это вот, кстати, вот те самые обелиски, потрясающие тоже кадры. Эти обелиски, они занимают центральную фигуру вообще во всей вот, во всей этой киноленте. И потом следующий кадр, склейка практически, нам показывает сразу человечество в эпоху развития, ну, предельно высокого, да, развития технического прогресса, уже какая-то здесь орбитальная станция. Мы видим экипаж вот космического корабля, который вот он подлетает вот к этой большой станции, она вращается. Вот. Я хочу обратить внимание, что это не компьютерная графика, вот как мы это все привыкли, да, в том смысле, как мы привыкли это понимать. Вот если вы будете присматриваться ко всем деталькам, которые вот в этой орбитальной станции, то есть вы понимаете то, что это действительно все живое, то есть люди заморочились, чтобы спроектировать, да, вот эту модель, то есть она действительно существует. Ну, я не знаю, в каком, конечно, масштабе, да, но как бы факт того, что это все handmade, так скажем. Нам показывают, значит, это сама станция.
я хочу обратить внимание, вот там это русская делегация сидит, чтобы вы понимали, там будет дальше диалог на русском языке. Ну, то есть нам как бы показывают, что уже мир не мыслит категориями, да, расы, национальности, что там уже давным-давно все одинаково. И меня очень порадовали вот эти сумочки, если вы присмотритесь, там написано «Аэрофлот». Это вообще очень забавно, да, прям здорово. Ну и вообще обратите внимание то, как выглядит космический корабль у Стэнли Кубрика, да, то есть вот запомните эту картинку, и потом мы посмотрим с вами, как показывает космический корабль уже Андрей Тарковский. Вот этот кадр, это как раз, это официантка, да, стюардесса, точнее стюардесса на космическом корабле. То есть там очень классный момент, когда она заходит, вот как обычный человек вот в эту, и потом она вот так вот по кругу идет, она поворачивается, да, она стоит какое-то время вверх ногами, она стоит ногами на потолке, и она как бы проходит влево и уходит, уже попадает в другую часть корабля. Вот. То есть это вообще, мне кажется, спецэффекты просто нереальные. Вот. Ну и это, конечно, тоже очень знаменитый кадр, когда два пилота космического корабля, в общем, в чем сюжет фильма? Сюжет «Космической Одиссеи» посвящен путешествию космического корабля на Юпитер. На планете обнаружен таинственный черный монолит, источник невероятной энергии. Миллионы лет назад подобный артефакт научил приматов пользоваться орудиями труда, да, который запустил, собственно, прогресс эволюции человека. И какие же новые открытия таит в себе этот черный камень? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, астронавтам нужно сперва добраться до планеты Юпитер. Между тем, астронавты, как это сказать, летят, плывут, не знаю, как относится к космическим кораблям, кто знает, напишите. Да. Они на этом космическом корабле есть суперкомпьютер, которого зовут HAL 9000. Кстати, я очень рекомендую посмотреть этот фильм именно в оригинале, потому что голос суперкомпьютера, да, то, как они общаются, это, конечно, лучше видеть в оригинале, не в дубляже. И у этого суперкомпьютера сложилось собственное мнение о целях экспедиции. Вот. И также о допустимом сопутствующем ущербе от этой миссии, да, в частности, среди личного экипажа этого корабля. Вот. Больше я вам пока ничего не скажу, чтобы не спойлерить. Но вообще, мне кажется, эта картина, она такое уже, знаете, классика мирового кинематографа, что, мне кажется, здесь понятие спойлера, оно как-то неприменимо, да, то есть это такая классика, которую уже, по-моему, знают все. Здесь Стэнли Кубрик стремился добиться невероятной реалистичности. В работе над интерьером космического корабля принимали участие специалисты из НАСА. И, в общем, вот эти сложные комбинированные съемки, которые имитируют межпланетный полет, перелеты, до сих пор они считаются непревзойденными по своему качеству. Уже что и говорить о том, что это такое было для 1968 года. Работа над этим фильмом заняла у режиссера около 4 лет. Ну так вот, собственно, Тарковский выходит после просмотра этого фильма и заявляет о том, что фильм ему абсолютно не понравился, что в этом фильме полностью отсутствует главный герой, а это правда, там нет привязки к какому-то персонажу, там как таковой нет сюжетной арки персонажа, да, к которой мы все уже привыкли. То есть там во главу угла ставится именно вот эта разница, да, между тем, кем были
люди миллионы лет назад и кем они стали, да, то есть наше далекое прошлое, наше далекое будущее. Вот. И, собственно, смысл этого фильма о том, в том, что человек мыслит, привык мыслить рационально, да, мы везде говорим о том, что нужно мыслить рационально, что нужно полностью полагаться на логику. И при этом во второй половине 20 века человечество, ну, как бы, да, мы первую половину 20 и конец 19 века, это вообще эпохи, когда человек мыслит рационально и разумно, да, и как бы этот фильм и очень многие другие картины других режиссеров говорят о том, что, ну вот посмотрите, к чему привел нас, собственно, этот рациональный вид мышления, что мы все знаем, да, чем это закончилось, что Первая мировая война, Вторая мировая война. И, собственно, лейтмотив у Стэнли Кубрика вот в этом фильме, как и в фильме Андрея Тарковского, заключается в том, что да, мы умственно, рационально, да, у нас технический прогресс, но морально и духовно мы остались еще где-то очень далеко, да, какими мы были, когда мы были австралопитеками, условно говоря, такими мы и остались по сей день. И вопрос в том, что бывает, да, когда вот это прогрессивное какое-то оружие, вот эти технологии, они попадают в руки, да, вот этих вот условных австралопитеков. Вот, а именно, что случаются большие катастрофы, катаклизмы. Вот. Собственно, это то, о чем фильм «Космическая Одиссея». Тоже всем рекомендую к просмотру. Тоже классика мирового кинематографа. Сережа, хорошо, что ты вернулся. Давай расскажи нам, что ты помнишь, наверное, из фильма «Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика, что тебе запомнилось больше всего? Мгм. Ну а как тебе вот этот кадр, который мы сейчас смотрим? Мне, например, очень понравился вот этот момент, когда два пилота разговаривают между собой, они думают то, что раз компьютер не реагирует на их слова, да, и то, что он на самом деле в это время читает по губам, да, то есть этот суперкомпьютер, он вообще в курсе всего того, что, о чем говорят вообще эти пилоты. Но мы про смысл этого фильма как раз поговорили уже, пока ты нас покидал на какое-то время, да? Мгм. Ну и вообще, мне кажется, смысл фильма здесь очевиден, да, то есть это восстание машин, это что будет, если человек изобретет инструмент, во много превосходящий по умственным способностям самого человека. Поэтому я думаю, что, знаешь, фильм «Матрица» братьев Коэнов, я думаю, что она прям очень во многом цитирует вот этот фильм. Нет, расскажи. Э,
Мгм. Нет, я теориями конца света, к сожалению, не интересовалась, но я знаю о том, что, например, искусственный интеллект вот до последних моментов, да, вот до последних каких-то их достижений, мы говорили о том, что преимущество человека перед искусственным интеллектом заключается в том, что искусственный интеллект не способен творить, да, то есть он не способен мыслить творчески. А что такое творчество, по большому счету? По сути, это компиляция того, что ты уже знаешь и умеешь, да, до этого. Вот. И, соответственно, то, что сейчас начали делать нейросети, по сути, это и есть компиляция, да, какая-то. Но, естественно, пока преимущество человека, я бы сказала, заключается в том, что человек еще пока должен говорить компьютеру, что, условно говоря, вот есть фотография вот это и есть вот это, совмести их, да, и что будет. И пока, ну, то есть добиться какого-то удобоваримого результата, это нужно еще посидеть, постараться, да, чтобы, то есть пока машины обучаются и только стараются, да, что-то это сделать, ну, научиться правильно все это делать. Но я так понимаю, что эти нейросети, они же все-таки обучаемые, да? Угу. Ну да. Но это, по сути, ты рассказал сюжет фильма «Космическая Одиссея». Только что в двух словах. Ну вот, видите, как мы в злобу дня сегодня попали нашей темой. Ну, понятно. Да, мы всем рекомендуем. И, кстати, обратите внимание, я хочу обратить внимание наших зрителей, если нас кто-то смотрит. Вашему вниманию на экранах представлен наша табличка голосования. Мы составили список фильмов, какие мы бы вам предлагаем самим сделать выбор, да, что мы будем рассматривать в следующих выпусках. Для того, чтобы сделать голосование, чтобы ваш голос засчитался, вам нужно в чате написать восклицательный знак. А, Сейчас я скажу. Восклицательный знак. Слово на латинице void, да, V-O-T-I, пробел, и ваш вариант ответа. 1, 2, 3, 4, 5. Да, ведь у нас 5, да, 5 вариантов ответа. То есть выбирайте любой из этих 5, и ваш голос будет засчитан. И, собственно, тот вариант, который сегодня победит, значит, тот фильм мы будем смотреть с ребятами на следующей программе. И я обращаю внимание также на то, что у нас появилась панелька с нашей целью. У нас цель собрать 10 подписчиков. Вот, тоже. Так что подписывайтесь на наш канал. Так что you are welcome. Будем всем очень-очень рады. Да, Сереж, тогда знаешь что? Мне, кстати, было очень сильно непонятно. Расскажи мне свои впечатления от «Космической Одиссеи». Как ты воспринял вообще, что в твоем понимании произошло с последним выжившим человеком? Сейчас я немножко спойлерну, но думаю, что я большой беды не сделаю. Пусть это будет как тизер к фильму, да, это мотивация для просмотра этого фильма. Последний выживший человек на вот этом космическом корабле.
то, что с ним происходит, когда он взаимодействует вот с этим обелиском, который он нашел, черным. Что это вообще такое, по твоему мнению? Ты знаешь, да, у меня вот этот видеоряд, который, знаешь, он вроде как вот ты как будто ты попадаешь внутрь этого обелиска, потому что вот на тебя как бы, да, вот эти вот стены, когда какая-то матрица разноцветная вокруг происходит, ты понимаешь то, что да, у него уже его знания, да, его сознание уже на каких-то таких высотах, которые он вообще даже, ну, мы не можем это никак визуализировать, условно говоря. Но у меня тогда вопросы. Почему он увидел себя в этой комнате? Вообще, почему комната с интерьером, я не знаю, Людовика XIV? И почему там такой пол, да? И почему он себя увидел вдруг? Себя же видит со стороны, но старого. Вот. И потом вот этот последний кадр, когда вот этот просветленный младенец летит на землю. Вот. Что это, по-твоему, такое, эти образы? Что ты увидел в них, скажем так? М. Ну, кстати, да, ты знаешь, в этом что-то есть. Получается, что та старая личность, да, оболочка, она там как бы умирает, и при этом он перерождается в новое абсолютно существо, просветленное, да, которое отправляется на Землю, чтобы, не знаю, нести людям свет, вероятно, да, как-то вести их за собой в новое светлое будущее. Но ты же понимаешь, да, то, что вообще самая главная тема этого фильма это соотнесение разума человека, да, то есть его, наверное, как сказать, внутренний мир какой-то и, ну, рациональное и нерациональное, может быть так. Рациональное и, как это сказать, не могу слово подобрать, помогайте. Духовное, вот, рациональное и духовное. М. Где? Расскажи. Мгм. Но вообще мне очень понравился вот этот момент, знаешь, когда, да, компьютер м, HAL 9000, вот этот, он допускает ошибку. Но слушай, я вообще, если честно, не очень поняла, почему компьютер вообще, в принципе, посчитал необходимым уничтожить весь экипаж этого корабля. Ну, то есть для меня это странно. То есть, с одной стороны, да, он умный, ну, и нам там рассказывается, да, что он беседует с капитаном, и такой говорит, ой, ты знаешь, а, я тут за тобой понаблюдал какое-то время, и мне кажется, что ты не до конца вообще понимаешь цели, да, нашей поездки. Вот. А если, чтобы вы понимали, до этого этот член экипажа, он компьютеру показывает свои наброски, да, что он зарисовал, вот, то есть какую-то такую творческую. И тут ему компьютер 9, вот этот HAL 9000 сообщает, что, знаешь, чувак, мне кажется, да,
нам будет лучше без тебя, да, и ты иди подумай об этом. Вот. Ну, с другой стороны, ну слушай, ну хорошо, там сюжет заключается в том, что вот в этот искусственный интеллект военные, не говоря ничего экипажу, они зашили в этот суперкомпьютер часть военной программы, да, то есть, которая как раз почему э, ведь HAL 9000 это суперкомпьютер, он не существует в единственном, да, экземпляре, существует несколько таких компьютеров по всему миру. И ошибка, вот не типа ошибка, да, которую он совершил, была сделана только им. Ну, то есть, и там вопрос-то как раз в том, что в смысле, ну, все же, да, как бы компьютеры этой линейки работают, и ни один ни разу вообще за всю свою жизнь, условно говоря, не ошибался, да, ни в чем. А у этого вдруг какой-то взбой в системе, и причем тоже меня удивило то, с какой легкостью экипаж, который до этого полностью полагался и доверял компьютеру, да, своему, но условно, как мне кажется, компьютер здесь выступает как какой-то предводитель, может быть, капитан, да, вот этой небольшой группы людей. Но для меня опять я здесь увидела социальную динамику, то есть для меня вот этот момент, вот на который мы сейчас смотрим, это по сути бунт на корабле, да, и меня поразила легкость, с которой экипаж, то есть капитан, по сути, совершил маленькую ошибку, ну, то есть она вообще ни на что не повлияла, как бы он сказал, что, ребят, сорян, как бы, ну, со всеми бывает, почему нет? Экипаж такой, ё-моё, ну все, короче, пошли этого чувака отключать сразу же. Вот. И для меня, кстати, там две непонятные вещи. Вроде бы они говорили только о перезагрузке системы. Об отключении там речи вообще никакой не было. И почему этот компьютер такой, так, я не понял, что вы тут вообще задумали, ну, и просто захреначивает всю команду из-за этого. Это вообще как-то очень странно. Вот. Ну хорошо, ну а здесь ты где? М, Но мне кажется, поведение машины, оно здесь крайне рационально. Здесь возникают все проблемы с того момента, как корабль начинает приближаться к Юпитеру, то есть к своей конечной цели. И здесь суть-то в чем? В том, что все бы было хорошо, экипаж бы добился цели своей, исследовательской, если бы не вмешательство военных. Для меня вот эта мысль, она подсвечена наиболее ярко здесь. Как ты думаешь? Мгм.
Ну, чем-то сверх, да, человеком? Да, Дим, я с тобой согласна. Мгм. Мгм. Ну и вообще, знаешь, я думаю, что тут такая мысль. Мы прошли путь от того момента, когда мы нашли свой первый, условно, инструмент, и до того момента, когда мы создали этот инструмент умнее самого человека. И тогда вопрос, а что делать дальше? Да? Ну, допустим, мы не говорим сейчас про восстание машины, но в этом случае куда развиваться человеку дальше? Да, и как бы вот здесь вот эта вот история, то есть по идее, по логике, мы должны будем перейти на какой-то более высокий уровень развития, который у Кубрика как раз показан как вот это перерождение, вот этого младенца, летящего к земле. Вот. Я это увидела как-то так. Ну да. Почему? Ну тогда просто человек перестанет существовать. М, Ну, ты знаешь, мне кажется, все-таки Стэнли Кубрик, он мыслил не совсем так, иначе бы... да, я понимаю, о чем ты говоришь, но эта история, наверное, больше про мультфильм «Валли». Вот там, да, там прям это четко показано, да, эти люди, которым не нужно, собственно, никуда ходить, что с ним происходит, и то там заканчивается все достаточно позитивно, что человечество вовремя спохватывается, да, и появляется тот самый один, да, это отсылка к предыдущему нашему выпуску про 12 разгневанных мужчин, что всегда должен быть кто-то один, кто скажет, что, ребят, ну давайте как-то уже не будем, да, поступать так, как мы поступаем, и вообще уже подумаем, да, о чем-то более прекрасном. Ну так вот, о чем там фильм? Давай, прорекламируй нам. Мгм. Ну, то есть тема люди-киборги, да? Ну, понятно. Слушай, подожди, у меня тогда сразу вопрос. А там человеческий мозг его тоже, условно говоря, меняют или нет? Мгм.
Мгм. Так, ребят, нам сейчас секундочку, нам пишут, что нас плохо слышно. Так, давайте. Да, да, да. Меня слышно хорошо, вас почему-то хуже слышно. А, да, потому что смотри, у меня сейчас звук идет с рабочего стола, следовательно, вам нужно стать громче у меня. Наверное, это так работает, я предполагаю. Да, он идет на рабочий стол, у меня и так, по-моему, все динамики на максимум. О, громкость пользователя. Но, правда, я сейчас на 20, на 200% выкрутила, как бы вам всем не оглохнуть, ребят. Так что аккуратно. Давайте проверяем звук. Он у меня, знаешь, был на 100%. Я сейчас попробую на 200 вас выкрутить, посмотрим, что будет. Ага. Да, ребят, напишите, как нас слышно, пожалуйста. Что-нибудь поменялось или нет? Я тоже так думаю. А, и давайте тогда потихонечку будем переходить к фильму «Солярис». Нужно сразу сказать, что этот фильм получил а, второй главный приз Каннского кинофестиваля 1972 года. Это Гран-при жюри называется. Также приз от прессы. Там же приз на международном кинофестивале в Карловых Варах 1972 года. Премия за лучшее исполнение женской роли получила Наталья Бондарчук, которая играет в этом фильме Хари, на международном кинофестивале в Панаме в 1973 году. Ну так вот, ну давайте, ребят, давайте, кто-нибудь перескажите пока сюжет фильма. О чем фильм «Солярис»? Наконец-то давайте к нему перейдем и пообсуждаем его. Да, и расскажи нам тоже, какие у тебя впечатления оставил фильм «Солярис». В первый ли раз ты его смотрел? Вот, и как тебе было? Но это же, опять, смотрите, ребят, у нас уже проблемы, с которыми мы столкнулись вот в прошлый раз. То есть дело в том, что обычный зритель, неискушенный, да, он привык к кино как к развлечению. Мы смотрим как на развлекательное кино, мы просто садимся с попкорном или куда-нибудь на фон, и, ребят, все, да, должны сейчас следующие 2,5 часа просто развлекать, да, мы к этому готовы. Вот. Но Тарковский это немножко режиссер про другое. Тарковского нужно смотреть внимательно, вглядываться во все, что он показывает, слушать все, что он вам показывает, размышлять, ну, да, додумывать, спрашивать себя, а почему так. То есть там нужно быть просто вовлеченным максимально в этот процесс. Если вы, например, фильм, картину его, да, смотрите впервые, то скорее всего, да, вы просто испортите себе впечатление и скажете, ну, что там, да, что-то мы вообще не поняли, да, про что это. Я могу сказать, поделиться собственными впечатлениями, потому что я впервые смотрела эту картину
Собственно, тоже это была моя подготовка как раз к лекции Всеволода Коршунова по теме Соляриса. Естественно, мне надо было подготовиться, да, я смотрела специально этот фильм. Честно сказать, да, первое впечатление было такое, что затянутость вот этих сцен было достаточно тяжело смотреть, потому что на тот момент я не была знакома с Тарковским вообще. Я не знала, что это за режиссер, с чем его едят, я не знала, к чему мне быть готовой. Но поскольку я уже очень много о нем слышала, в принципе, я была готова ко всему. Просто, да, я как бы села, я открыла свой разум, сказала, окей, я готова воспринимать все, что вы мне сейчас покажете. И как бы и плохое, и хорошее, просто я открыта для новых каких-то идей. И да, то есть вот эти долгие, тягучие планы, где вам показывается природа. Причем, вы знаете, я потом вот уже распробовала, когда уже после лекции, да, уже такая просветленная. Ну ничего, я вам там сегодня тоже все расскажу, вы тоже таким будете после сегодняшнего эфира. Знаете, я потом начала этими кадрами любоваться, да, то есть просто когда ты уже смотришь на кадр, ты видишь это, знаете, как я поняла вот весь смак вот этого фильма. То есть я реально просто кайфовала, когда я пересматривала. То есть если вы смотрите не на как фильм, где должен быть спецэффект или динамика, да, условно говоря, а ты смотришь на картину где-нибудь в Третьяковской галерее, и потом она еще, знаете, как во вселенной Гарри Поттера, она начинает двигаться, тебе что-то показывается, это просто зрелище, оно завораживает. Просто реально ты смотришь во все глаза, и еще, знаете, это ощущение, что как будто ты... Весь фильм – это большая галерея, и у тебя есть определенный маршрут по этой галерее, да, и пройти можно только таким путем и никаким больше. И тебя Тарковский, он ведет от первой картины последовательно, вот от первой до последней, да, то есть это вот, и причем они сменяются именно картины, да, то есть ты видишь сначала один план, да, там какое-то движение происходит, но в рамках этого плана, потом хоп, уже следующий, ты перешел на следующую картину, она тоже движется. И мне кажется, это то, как раз о чем он говорил во всех своих интервью. То есть он уже говорил, что кинематограф – это великое искусство, потому что это те же самые картины, только мы можем заставить их еще и двигаться. И вот это прям очень здорово прослеживается на его полотнах. То есть даже во время процесса съемки, когда мы смотрим на все это, мы же видим, фактически это полотна художников, да, кого-то он цитирует, какие-то он сам выставляет именно из живых людей в кадре. То есть это вообще поразительно и очень вкусно. Это вот его многогранность, когда тебе нужно, ты слышишь какой-то звук, какую-то мелодию, и ты должен, ага, это откуда, а почему оно так, да, то есть у него вообще ни одного лишнего кадра, ни одного лишнего движения вот в его фильмах. То есть там это все со смыслом. Соглашаемся мы с этими смыслами или не соглашаемся, да, с тем, что он нам предлагает, это как бы, это один вопрос, да, это как бы видение режиссера, мы не обязаны полностью согласиться с ним, да, условно говоря. Но, мне кажется, мы обязаны, ну, как бы понять, выслушать его, да, и уже и принять к сведению, да, что называется, поразмыслить, может быть, да, пожить с этими мыслями какое-то время, денечек другой, поразмышлять. Вот, мне кажется, вот такие фильмы, но я их стала очень любить. То есть, например, мне стало скорее тяжело в последнее время смотреть фильмы. Ну, вот Дима знает, да, Дима был на прошлом выпуске, вот как фильм «12 Михалкова», который всем... Я заметила, у меня почему-то со всеми всегда мнения очень сильно расходятся. Вот, в тот раз я говорила, что фильм «12» — это катастрофа. Вы меня убеждали в обратном, да? Вот. Сегодня я вам говорю, что «Солярис» — это шедевр, вы меня пытаетесь переубедить. Вот. Мне реально тяжело, потому что главная моя претензия к фильму «12 Михалкова» была в том, что он снял реально развлекательное кино. Ну, то есть это не для того, чтобы... Ну, потому что произведение «12», как театральная постановка, оно про подумать, да, посмотреть на динамику. То есть там ничего не может быть лишнего.
А у Михалкова этого лишнего полно. Да, диалоги, которые, ну, абсолютно, если ты их уберешь из фильма, они ничего не поменяют абсолютно. Какие-то спецэффектики, которые тебе просто накидывают, ну, впечатление такое, что, ну, чтобы, типа, ты не заскучал в кадре. Ну, пока ты тут смотришь на занудство 12 пенсионеров, типа, чтобы ты не скучал, вот мы его решили разбавить всякими шуточками, танцами с ножами и, там, я не знаю, сценами с летающими шприцами. Вот. Но это, в общем, я опять на свою любимую тему ухожу. Давайте про «Солярис». Давайте тогда расскажу в двух словах, что происходит в сюжете этого фильма, вообще в сюжете этого произведения, потому что этот фильм, он экранизировался несколько раз. Для тех, кто только что к нам присоединился, этот фильм «Солярис» Тарковского, экранизация книги Станислава Лема «Солярис». Кроме экранизации Тарковского, существует экранизация 1968 года. Сейчас я вам скажу даже режиссера. Он у меня не на слуху, поэтому мне достаточно сложно. Ниренбург, у него фамилия. Но я вам очень рекомендую посмотреть. Это, знаете, это не совсем прям полноценный фильм. Скорее, это двухсерийный такой мини-сериал для телевидения. Эта штука специально снималась, но там играют, там всего буквально 4-5 человек актеров задействовано, но зато каких? То есть это Лановой, да, это потрясающий актер, которого могут знать по роли Вронского в Анне Карениной. Это Этуш, который просто поразительно там играет. Но я вам тоже потом покажу несколько кадров. Он черно-белый, сразу говорю. Но там игра актеров настолько крута, что ты реально просто, у тебя падает челюсть, и ты вот просто, ты поглощен. Опять же, говоря о том, что пока я готовилась к сегодняшнему эфиру, нужно понимать, что насколько много, да, материала мне пришлось отсмотреть, что, я не знаю, сюжет «Соляриса» у меня, наверное, уже мне снится скоро будет, да, я его уже выучила чуть не построчно. Когда ты в 300-й раз пересматриваешь какое-то произведение такое очередное с тем же самым сюжетом, здесь меня реально затянула именно игра актеров. Ну, то есть это вообще, это крышесносно сыграно. Вот. И еще существует фильм, кроме «Соляриса», экранизации 2002 года. Это Стивен Содерберг. «Солярис», там уже снимается Джордж Клуни. Тоже потрясающая картина, хотя многим, я знаю, она не нравится, но на самом деле это вообще бомба. Тоже я вам позже расскажу, почему, чем он мне вообще так понравился. Ну так вот, о чем же у нас фильм «Солярис»? Действие происходит в неопределенном будущем. Человечество уже освоило межзвездные перелеты, но земная жизнь еще сохраняет черты 20 века. Есть такая наука. Человечество открыло новую планету под названием Солярис. И существует такая наука, соляристика, которая, соответственно, занимается изучением этой планеты Солярис. И эта наука заходит в тупик. Почему? Потому что ученые изучили, они сделали какие-то тесты, да, то есть с точки зрения математики планета полностью понятна, да, то есть она понятно, каким законам она подчиняется, ну, условно говоря, да, математическим формулам каким-то, но понять, то есть по всем показателям там вроде как разум присутствует, но при этом наладить какой-то контакт там невозможно, то есть и поэтому соляристика заходит в тупик. И на Земле среди ученых в это время, к началу нашего фильма, разгорается дискуссия. Продолжать ли тратить ресурсы на исследование планеты Солярис или окончательно свернуть эту программу? Эти споры подогревают показания одного из пилотов космического корабля, да, товарищ которого, собственно, он уже побывал на Солярисе ранее, по фамилии Бёртон. Он работал на Солярисе и наблюдал очень странные явления, которые там происходят.
И на основании его показаний, некоторые ученые делают вывод, что океан, покрывающий практически всю планету, возможно, как раз и обладает разумом. Что да, мы ищем кого-то похожих на нас, но на самом деле вот на этой планете его планета, биосфера этой планеты такова, что сам океан – это разумная плазма, условно говоря. Этот факт вызывает тревогу у группы исследователей, которые постоянно работают на орбите Соляриса. И психолог Крис Кельвин вылетает на Солярис, чтобы принять окончательное решение о продолжении миссии или о ее завершении уже на месте событий. И он как раз прилетает на этот Солярис, на полузаброшенный, он обнаруживает там полузаброшенную орбитальную станцию, на которой проживают 3 ученых, Снаут, Сарториус и Гибарян. Оказавшись на станции, скептически настроенный Крис обнаруживает, что ее экипаж измучен необъяснимыми явлениями, а именно, что к членам экипажа, каждому из членов, приходят гости. А гости – это материальное воплощение их самых мучительных и постыдных воспоминаний. И избавиться от этих гостей невозможно никаким способом. И даже если ты попытаешься их убить, они вернутся к тебе снова и снова. Крис прибывает на станцию, видит, что доктор Снаут практически полностью к этому времени уже деморализован. Доктор Сарториус прикрывается маской холодного и циничного исследователя, а доктор Гибарян и вовсе покончил с собой незадолго до прибытия Кельвина. Насколько вы знаете, он, по-моему, даже утром того же дня, когда Кельвин прибывает на станцию, то есть Гибарян практически нескольких часов не дождался его прилета, иначе бы, возможно, его история закончилась как-то иначе. И этот доктор Гибарян оставляет Крису «Помогайте мне», как фильм у Тарковского, то ли видеофильм, то ли записку, потому что в разных интерпретациях этого произведения по-разному у меня, может быть, смазаться уже какие-то моменты. Как он ему, в каком виде он, фильм, по-моему, да, он оставляет ему? Да. И он говорит, что это не безумие. Здесь что-то связанное с совестью. И земляне, которые прилетели ставить эксперименты над этой планетой, похоже, что сами стали объектом исследований со стороны этой самой планеты. И пока Кельвин отдыхает, да, то есть он приходит к Сарториусу, они беседуют, Кельвин спрашивает, а почему вы меня не встретили? Там между Снаутом, да, и Кельвином происходит определенный диалог. Снаут советует Кельвину сначала отоспаться, да, а потом уже со свежей головой он готов уже ему рассказать обо всем, что происходит на этой станции. Кельвин отправляется спать, и во время того, как он отдыхает, после того, как он спит, его навещает тот самый гость, о котором говорили все остальные члены экипажа. Гость к нему приходит в облике его жены, которую зовут Харри, которую играет потрясающая Наталья Бондарчук. Эта Харри 10 лет назад наложила на себя руки после семейной ссоры с Крисом. И Крис, он считает себя виноватым в ее смерти. Поэтому, собственно, для него Харри это скорее, знаете, такая мука, да, то есть наслаждение и мука одновременно. Ну так вот. Поначалу Кельвин, как и другие ученые на станции, пытается избавиться от своего двойника. Но тщетно. От своих гостей невозможно сбежать, потому что гость, он
каким-то образом связан со своим Адамом, то есть с тем, кто его создал. И Кельвин поначалу в попытках уединиться как-то пытается сбежать от Хари. Но Хари при этом она готова вышибить просто двери, лишь бы оказаться рядом с Кельвином. Со временем он начинает относиться к своей гости как к живому человеку. И копия Хари тоже постепенно начинает осознавать себя как человек. Я бы сказала, что в этой истории даже главный персонаж, ну понятно, что здесь, наверное, не существует каких-то второстепенных веток персонажей, но персонаж Хари, я бы сказала, что он является более центральным, чем нежели все остальные, потому что арка персонажа Хари, она сделана наиболее ярко по сравнению с остальными. То есть мы прямо наблюдаем ее перемены, то есть если она сначала появляется как гость, который откуда ты пришла, я не знаю, я просто пришла и все, да, то есть она не понимает, кто она, откуда она, то постепенно с каждым последующим своим появлением она начинает мыслить, она постепенно погружается в воспоминания Криса, да, потому что выясняется, что она может знать все, что знал Крис, либо она знает то, что могла знать, по мнению Криса, Хари. Вот так вот. Потому что там же есть моментики, если вы помните, что она знает даже те вещи, которые произошли после смерти настоящей Хари, да? То есть поэтому там отдельное внимание этой сцене уделяется. То есть нам начинают показывать, как Хари постепенно начинает превращаться в живого человека. То есть весь вопрос в том, что условно результаты анализа ее крови. То есть, понимаете, меня поразило в этом фильме, вообще в этом произведении, да, потому что эта сцена повторяется в каждом произведении, поэтому будем говорить более широко, что анализы химические, которые они проводят, они показывают, что Хари состоит из молекул, из клеток, такие же, как и все люди. Но ученых почему-то очень сильно смутил тот факт, что следующая ступень, а именно ступень атомов, из которых состоит, они не такие же, как на Земле. Вот понимаете, но мы к этому еще вернемся. Я с этого прям горела все произведение, потому что в каждом из произведений просто ученые такие, ну ты понимаешь, она не человек, но вот у нее атомы не такие, как у нас. Видишь, там просто плазма какая-то, а не то, что мы привыкли видеть, когда мы, там, я не знаю, любой земной объект анализируем. Хочется сказать, ребят, ну вы вообще вспомните, да, с чего вообще цель? Вы вроде как пытались наладить контакт с чужой планетой, и вы в качестве аргумента того, что «О, это не человек, убей его». Да то есть, блин, ты такой смотришь, чего вообще? Ну, ребят, вы ученые, в смысле убей ее? Вот вы хотели наладить контакт с инопланетным разумом, вам даже оболочку дали такую же, как человеческую по факту, да, чтобы вам проще было это делать. А вы такие, это не человек, убей. Вот. Ну, то есть я здесь, конечно, была шокирована. Да, Сереж, что ты хотел сказать? В чем?
Да. Но ты абсолютно прав в том плане, что да, Тарковский, ну и вообще как бы все эти люди, которые когда-либо затрагивали это произведение, да, там говорится именно о том, что а, хорошо бы к техническому прогрессу, к которому приходит человечество, обрести еще прогресс духовный, да, то есть вырасти ментально, вот, чтобы достойно обладать тем разумом, да, который у нас есть. А, так, у меня еще был... да, и ты хорошо очень практически процитировал доктора Снауда. У него в этом фильме есть такой монолог, где он говорит, что человечеству не нужно, не нужны другие расы, ему не нужны другие цивилизации. Мы хотим расширить Землю до масштабов космоса. А на самом деле человеку нужно зеркало. Человеку нужен человек. Вот. Поэтому да, в этом плане это прям... Но эта история, она повторяется и у Станислава Лема тоже в книге. То есть только у Лема Солярис это нечто прекрасное и непостижимое человеку, что человек недостоин пока обладать таким настолько прекрасным, да, чем-то. И там Солярис, его дары, они воспринимаются как благо, а не как... кстати, я, ребят, вспомнила очень классную фразу тоже. Станислав Лем говорит Тарковскому в качестве основной своей претензии по поводу того, как он снял этот фильм, что Тарковский снял не «Солярис», Тарковский снял «Преступление и наказание», потому что весь сюжет фильма, он разворачивается вокруг темы, что психолог Крис довел свою жену до самоубийства, как его мучают потом всю жизнь, все эти 10 лет, его совесть, а именно если у Лема Солярис это божество фактически, которое просто тебе дает то, что ты хочешь, то, что ты желаешь, то у Тарковского Солярис это, по сути, карающий ущербный бог, который дает тебе то, что ты, получается, не хочешь больше всего, потому что это то, к чему ты испытываешь чувство вины, и что потом будет тебя грызть, да, всю твою оставшуюся, не знаю, бытность на этом Солярисе, потому что, по сути, от своей совести ты не можешь ни сбежать, ни улететь, убить этих гостей тоже нельзя. То есть, и в этом главное и принципиальное отличие этих двух произведений. Какой основной смысл? Да, именно нужна большая осознанность. И, кстати, я не понимаю, в чем здесь снобизм, потому что мое мнение, что в принципе так оно и есть. То есть об этом рассуждают все режиссеры 20 века, да, то есть это как раз то, в чем Стэнли Кубрик, Тарковский, Лем и все остальные, кто занимался, ну, вообще этим произведением и многими другими, у них эта мысль, она практически везде, она общая.
Интересная мысль. Но ты знаешь, мне кажется, и это тоже в том числе, потому что, ну, на самом деле, там же как все эти фильмы сняты, надо понимать, что уже ближе к 70-м годам, да, то есть все равно вся вторая половина 20 века это рассуждение о причинах возникновения, да, скажем, э, мировых войн, первый и второй. Потому что это для человечества, надо понимать, что это страшная катастрофа, которая вообще, не дай бог, чтобы когда-либо повторилась. И вообще у меня впечатление сложилось такое, что человечество само пришло в ужас и шок от того, что вообще на что они сами способны, да? Вот, и поэтому вывод тут напрашивается сам собой, что да, человечество придумало технологии, причем технологии массового уничтожения, да, но при этом, если они применяют, да, если они готовы применять это для того, чтобы уничтожить, я не знаю, но они готовы, мне кажется, уничтожить планету просто. На все, готовы на все ради денег, если хотите. И плевать вообще на все остальные. Что? Слушай, у меня на очереди, я пока не дошла. Но я очень хочу. Да. Ну, естественно. Но я как только так сразу, как только руки дойдут до него, так посмотрю прям. Угу. Угу. Ну, кстати, можем выбрать это в качестве темы нашего следующего эфира. Да. А, ну так вот, давайте посмотрим тогда, наверное, какие-то кадры из фильма. Я уже предлагаю начать и обсудим. Да, я, кстати, хотела вам показать кадры из экранизации, как раз вот, где Этуш и э, Лановой играют. Это вот как раз оттуда. Это вот сам Этуш, который играет доктора Снаута. Это Лановой, который Крис. э, Сарториус. Здесь вот он такой. Мне кажется, очень классное попадание. А это самое первое появление Хари, кстати. Мне оно прям очень здорово понравилось. Это игра света тени. И мы здесь видим как раз, собственно, вот их втроем. То, когда они собираются у себя в лаборатории на совещании. Вот. А эти картины я приготовила для того, чтобы рассказать вам, что Тарковский, когда только-только принимался за свою картину, как раз вот после просмотра «Космической Одиссеи» Стэнли Кубрика, он сказал, что я хочу в своей картине сделать акцент не на каких-то масштабных достижениях человечества, а на самом человеке. И я хочу, чтобы у меня в кадре, каждый кадр был как на картинах Витторо Карпаччо. Это как раз его картина, где и фишкой вот его картины, картины этого художника, является то, что персонажи этих картин никогда не смотрят друг на друга. Вот мне кажется, знаете, вот про Солярис тоже можно тоже так же сказать, точно такую же вещь. В принципе, но я не помню даже, чтобы Харри и Крис, они как в его фильме, вот прям смотрели друг другу в глаза. Они всегда как-то вот либо куда-то в пустоту их взгляд устремлен, либо в камеру. Кстати, вот по поводу взгляда в камеру. Ведь на самом деле это же с точки зрения кино, это считается обычно очень серьезной оплошностью и ошибкой, да, в кинематографе, если твой персонаж смотрит в кадр. Ну, в камеру, я имею в виду.
У Тарковского это сделано а, нарочно, да, специально, потому что за операторским объективом там не только зритель, который может выступать в роли Бога, да, мы знаем, что у Тарковского очень много божественного в его картинах. Он всегда как бы напоминает нам о духовности, о связях с Богом. И зритель, да, и оператор, они здесь как Бог. Вот. Сейчас давайте вот я покажу парочку вот этих картин, которые я просто сделала, чтобы вам просто продемонстрировать. Это Витторио Карпаччо, значит, да, у нас. Итальянский художник. Мне кажется, здесь действительно очень много чего мы можем увидеть того, что, ну, прям как раз вот постановка кадра, она прям очень похожа с Солярисом. Поэтому прям видно, что Тарковский вдохновлялся этими картинами, когда задумывал свой фильм. Итак, сам «Солярис» начинается вот с таких кадров. То есть это водоросли на земле, насколько я помню, они колышутся. Вообще тема колебаний, тема круга, взаимосвязи, круг жизни, эти все темы, они в «Солярисе» проходят практически от первого кадра до последнего. То есть это очень главная тема. То есть то, как человек движется, мы думаем сначала одну мысль, потом плавно переходим на другую, возвращаемся о том, о чем мы думали раньше, да, продолжаем. То есть у нас такое движение по спирали, да, если хотите, по какой-то по кругу, тема кручения, то есть то, как здесь водоросли закручиваются. Все эти визуальные образы, они про этот фильм. Нам вот показывают дом на земле, в котором жила семья Криса, да, его родители, их. И там, кстати, очень-очень интересная фраза, за которую я зацепилась, когда смотрела. Там, вы знаете, отец Криса ходит по дому и нам в первых кадрах рассказывает, что, видишь, я построил, мне очень нравился у моих родителей такой дом. И я захотел, мы с женой решили себе построить точно такой же, но другой. Да, тот дом, который будет полностью повторять то, что было ранее. И я такая, я уже просто этот момент подметила уже, когда в следующие разы пересматривала буквально, я такая, хопа, вот это отсылочка. То есть по факту то, чем заканчивается вот это произведение у Тарковского, по сути, это же все то же самое, да, то есть я помню в своих воспоминаниях то, что было ранее, и мы как бы в другом месте, да, мы переехали, но мы хотим воссоздать, мы хотим вернуться домой к родной земле, вот к своим корням, если хотите. Да, 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 100%. Вот это я решила запечатлеть кадры «Дождь». То есть вообще теме тоже воды и дождя очень много будет уделяться тоже в этой картине. Просто точно в самом начале фильма такой дождь идет на земле. Да, те, кто не смотрел, я хочу сделать просто вам такой вот акцент, да, расставить. И потом на Солярисе, когда Крис окажется в доме своих родителей, там будет точно такой же дождь идти, только там будет достаточно непонятно, да, почему, например, там дырявые крыши, да, что вроде бы чай стоит на столе, но при этом туда льется вода, да, как бы все вот в этой воде, то есть это какое-то чувство такого нереальности происходящего вокруг. Вот, на этом тоже сделан большой акцент. Ну и вообще планета Солярис, она полностью состоит из воды, из этого разумного океана, то есть, да, это все отсылка. Это я хотела показать
операторскую работу как раз Вадима Юсова, вот эти корни, которые он снимал, потому что они меня просто завораживают в пейзаже. Вот. А это то, за что Станислав Лем как раз раскритиковал, собственно, Тарковского. Он говорит, что вы туда еще и тетю туда приплели, и племянницу, и вообще там, да, в моем произведении такого не было, зачем? Вот. Это вот та самая чашка с чаем, куда льется дождь. Крис, который прощается с землей. Вот. Это тот самый Бертон, который в гостях у Криса и его родителей находится. Сам Крис. Ну, то есть, да, мы видим вот это постоянно, прям, ну, у него, у Тарковского прям каждый кадр – это картина, которую нужно просто, действительно, надо смотреть и, ну, вот как на картину, не как на фильм. Вот. И будет вам счастье. Его отец. Ну, просто, знаете, меня все эти кадры абсолютно завораживают, потому что... Почему я слышу свой голос? Кто включил микрофон? Ребята, признавайтесь. Тебе нужно просто наушники купить. На самом деле. Хочешь спойлер? Все легко решается. Тебе нужны наушники. Так, да. Мгм. Хорошо. Спасибо. Спасибо тебе большое. Но я надеюсь, меня-то ты слышишь по-прежнему? Да, хорошо, отлично. Каждый кадр этого фильма прям доставляет такое эстетическое наслаждение, потому что действительно, если просто их куда-то перенести в качестве картины, то, ну, как бы можно ставить в рамку, просто вешать на сцену, то есть на стену. Это прям готовое произведение искусства. То есть здесь прям есть все это. Каждый кадр построен с точки зрения композиции, то, как оно должно быть вообще в произведении искусства. То есть это прям, это очень вкусно. Вот. Да, и если вы заметили, в фильме есть постоянное переключение форматов, да, цветовой схемы. То есть если мы какие-то сцены видим в цвете, где-то мы видим их монохромными, а где-то мы видим их в сепии. То есть это тоже художественный прием. Это надо четко понимать. То есть, например, сцены прошлого, они идут в монохроме. Сцены... Ну вот про сепию я сейчас не соображу, если честно, какой вам пример привести с сепией. Вот, например, картины вот этой автомагистрали, на которую все ругаются, говорят, что персонажи очень-очень долго по ней едут, прям минут 5 фильма. Я вас могу понять. Первый просмотр фильма я тоже откровенно, мне кажется, уснула, когда, потому что ты такой сидишь, да, все движение по дороге, сейчас они куда-то едут. Едут, это такое, ну сколько можно, ну давай уже, сколько, вот. Это автомагистраль, съемки фильма происходили в Токио, это действительно автомагистрали, которые действительно в то время существовали в Токио. И Тарковский здесь показывает землю будущего. Почему так долго? Потому что у Тарковского во всем фильме, а мы помним, что Тарковского очень сильно интересует Земля, а не то, что происходит на других планетах, это его единственный шанс показать Землю будущего. То есть это та Земля, да, что стало Землей. Поэтому, да, это так долго. Возможно, отчасти эти долгие кадры, там же не будет как такового самого полета Криса на Солярис. Но помогите мне вспомнить вот какую историю. Я просто очень-очень много уже видела экранизаций, поэтому у меня тоже немножко смазалось. У меня впечатление, что в Солярисе сколько... Давайте так, я открытым вопрос сделаю. По фильму какой промежуток времени занимает дорога от Земли до Соляриса? Вот так вот, я вас спрашиваю.
Ну, примерно, мне не надо точно, просто вот, ну, масштабы бедствия. Кто помнит? Дима. Нет, 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 там дело в том, что там по смыслу говорится, сколько Крис добирался до Соляриса. Потому что, например, потому что в книге четко говорится, что 16 месяцев всего лишь занимает промежуток времени, то есть сколько тебе нужно времени, чтобы добраться от точки А до точки Б. 16 месяцев. Но вы знаете, я что-то уже не помню, что там в фильме конкретно было, но я очень хорошо помню то, как мы с Всеволодом Коршуновым очень долго рассуждали на тему того, что Крис не имеет физической возможности вернуться обратно на Землю. Я подозреваю, что в фильме чуть ли не 16 лет занимает. То есть вот они обыгрывают. Вот те, кто будут пересматривать, вот обратите внимание на это, мне просто интересно. Я не буду со стопроцентной уверенностью утверждать, я просто полагаюсь сейчас на свои воспоминания. Потому что мы очень много рассуждали о том, почему для Криса так важно. То есть его взаимоотношения с отцом. Почему вот это прощание на земле, вот это какая-то недосказанность. На отношения Криса с отцом проецирует Тарковский отношения со своим отцом. Потому что, кто не знает, Арсений Тарковский – это очень известный поэт. Да, кстати, тоже. И в фильме будет цитироваться его произведение. Тоже обратите на это внимание. Так что можете познакомиться еще и с его творчеством. И как раз там фишка-то в чем? Почему для Крис стремится на Солярисе построить новую Землю, потому что у него якобы нет возможности вернуться, что через 16 лет, скорее всего, его родители уже, их не будет, да, то есть даже если он захочет попросить прощения у отца, у него уже нет возможности это сделать в фильме. И поэтому всем происходящим событиям придается такая трагичность дополнительная, да. Но этот вопрос, вот, кстати, это очень интересно уточнить, потому что сейчас то, что я говорю, я основываюсь на таких своих воспоминаниях как бы производных, потому что я как-то этот момент пропустила, когда пересматривала последний раз. Вот. Давайте я хочу вам... Перейдем к теме музыки. Музыки в этом фильме, которую написал великолепный Эдуард Артемьев. Это в то время уже признанный лидер советской электронной музыки. И картина «Солярис» условно разделена на две части. Это конкретные природные шумы Земли и некий иной мир, космический, который как раз для музыки «Соляриса», надо сказать, Артемьев использовал совершенно уникальный музыкальный инструмент, который не имеет аналогов в мире. Так вот, Тарковский поставил задачу Эдуарду Артемьеву, что он хочет слышать в фильме не просто музыку, а ему нужна именно звуковая картина, как неотъемлемая часть атмосферы бесконечно далекой и столь же бесконечно непознанной планеты Солярис и научной станции, да, которая там построена землянами. И Артемьев в работе над своей музыкой, над звуковой составляющей фильма использует фотоэлектронный оптический синтезатор, АНС, так называемый. Заглавными буквами это аббревиатура от фамилии, имени, отчества музыканта, которым восхищался создатель вот этого инструмента самого. А создал его, собственно, инженер Евгений Мурзин в 1958 году. Давайте я вам покажу вот эту штуковину. Вот так вот она выглядит. Этот инструмент на данный момент находится в музее
имени Глинки. Сейчас я вам тоже про это поподробнее расскажу. Вернемся. Чем уникален этот инструмент? Для своего времени он является вообще чем-то фантастическим, надо сказать. Чтобы вы понимали, первые синтезаторы для широкой продажи появились в Америке в конце 60-х годов. И те синтезаторы были оборудованы лишь двумя способными работать одновременно генераторами звуковых частот. Современные дорогие синтезаторы, для сравнения, поддерживают до 128 таких генераторов. Некоторые модели до 256. А генератор Мурзина, запомнили, да, цифры? Повторю, 2 и 128, ну хорошо, 256. Понятно, порядок, да? Синтезатор Мурзина, не знаю, как это, содержит больше 700 способных работать вместе звуковых генераторов. И они покрывают 10 октав высоты звука. Просто. Этот инструмент способен создавать абсолютно любые тембры, звуки реального мира и звуки доселе вообще несуществующие. Почему этот инструмент не поставлен в производство? Потому что его создать безумно тяжело. Вот чтобы вы понимали, ученый, вот этот инженер Мурзин, когда начал построить вот этот прибор, это было еще до начала Второй мировой войны, в 1947 году. Точнее, нет, он решил до войны, да, начать, приступил, потом, потому что ушел на войну, в 1947 он как раз, собственно, сел за работу. Работа шла, значит, на его даче, ему помогала жена, помогали друзья, которые тоже были музыкантами или которые любили музыку. И доходило вплоть до того, что когда гости приходили к нему на дачу, то он сажал их за станки. Причем никто не возражал, надо сказать, потому что все понимали, что они творят будущее. И они, значит, все вместе сконструировали 2 магнитофона, усилитель, и, в общем, внутри вот этого агрегата находится около 100 ламп. Вот. Оптические элементы были изготовлены из качественного стекла, там какой-то особой пробы, это в Германии. На заводе это все изготавливали специально по особому заказу. И, в общем, там в составе этого генератора 4 стеклянные диска, на которые необходимо нанести рисунок из 150 пунктирных колец. И эта работа требовала фантастической филигранности и терпения, потому что ошибка даже на долю миллиметра, она была бы недопустима. Эти диски были изготовлены фотографическим способом. На изготовление матрицы главного диска ушло больше 3 лет. Первая готовая модель синтезатора была собрана в 1957 году и называлась фотоэлектронный оптический синтезатор звука. То есть, по факту, это обычный синтезатор. Ну, как обычный, суперсинтезатор, да? Вот. И этот инструмент позволяет композитору использовать любые лады и звукоряды, существующие в мире. Инструмент получился опередившим свое время на десятилетия, но при этом он очень тяжелый и невероятно сложный в конструкции, но еще и к тому же дорогой. Поэтому, собственно... Но, извини, для тех лет, что смогли, то собрали. Этот синтезатор АНС существует в одном единственном экземпляре вообще в мире, и который сейчас бережно... Он, кстати, до сих пор работает, чтобы вы понимали, вот как раз вот эти вот все шуточки, он до сих пор работает и хранится в Музее музыкальных инструментов имени Глинки в Москве. У синтезатора этого нет привычной большинству из нас фортепианной клавиатуры. Вместо нее для программирования звука используется большая стеклянная пластина, на которую музыкант наносит своеобразный рисунок будущего произведения.
Каждая точка соответствует определенной звуковой частоте. Вместе точки собираются в линии, контуры и пятна, которые заставляют инструмент воспроизводить самые разные звуки. Вдоль этой пластины движется такая каретка, которая считывает все эти механизмы и передает сигнал. И эти сигналы как раз считывают вот эти генераторы звуковой частоты, о которых мы с вами говорили. Вот. А оттуда звуки попадают в динамики уже. И, собственно, это все воспроизводится. Кстати, для тех, кто не знал, наверное, все помнят сцену «Ночного кошмара» персонажа Андрея Миронова в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Так вот, вот те самые ужасающие звуки, когда летающая гипсовая рука отвешивает ему оплеухи и пытается задушить, это как раз эта сцена озвучена при помощи вот этого синтезатора. Вот. А Эдуард Артемьев, он уникален не только как просто гениальный композитор, он уникален тем, что его специализацией является именно электронная музыка, и он был одним из немногих музыкантов, которые способны работать с этим прибором. Он писал музыку ко многим своим кинофильмам с использованием этого инструмента. И я хочу вам сейчас немножко включить, послушать. Давайте так, сначала я включу фортепианную главную тему Соляриса. Это как раз хоральная прелюдия Баха, да? Сейчас я вам включу ее. Просто чисто послушать. Вот прям немножечко. Сразу, да, вспоминаешь фильм «Солярис», вот эти кадры, погружаешься. Абсолютно потрясающе. Вот, и теперь, просто для сравнения, да, это фортепианная музыка, которую мы слышали. А теперь я вам включаю фрагмент «Солярис». Сейчас, секунду, давайте прямо с самого начала. Этот трек. Это уже синтезатор НС. Слышите, да, такие шумы. Серьезно, да? Так, сейчас тогда секундочку. Тогда пока пообсуждайте фильм, я сейчас быстренько это настрою. А музыку Баха вы слышали? Ну а что же вы молчите? Сейчас добавим. Поняла. Да, сейчас хорошо все сделаем. Но пока, давайте, пока обсуждайте тогда фильм. Поведите за меня эфир, пока я занимаюсь этими настройками. Давайте, берите инициативу в свои крепкие мужские руки.
Так, давайте я еще разочек пока попробую. Просто вы мне скажите, слышно и не слышно, окей? Слышно? Но уже ведет музыка. Ну так. Сейчас попробуем. Каким образом, если ты мне подскажешь, как это сделать? М, Ну слушай, я же ее слышу у себя на рабочем столе. Но у меня просто выведен звук рабочего стола. То есть, соответственно, все, что я включаю здесь, вам должно все транслироваться туда. Я не понимаю, может быть, у вас с громкостью не до конца? Такого быть не может. Сейчас, тогда я сама сейчас послушаю, подождите. Сейчас, тогда я сама сейчас послушаю. Да, я себя очень хорошо слышу. Угу. Да, действительно, звука нет. Ну, короче, странно. Это очень плохо, потому что я вам сегодня собиралась показать еще несколько моментов. М-м-м-м-м. Так, а почему? Я не пойму. Ну, тогда дальше поговорите. Я сейчас все-таки хочу попытаться. Это уже вызов. Ну вот, видишь, тоже цитировали его. Ну, слушай, ну если бы его не цитировали, если бы Тарковский был не таким великим, то, наверное, бы его не цитировали другие. Не способен к творчеству, и все творчество это всего лишь Да компиляция. там и машин нету. Там, в принципе, даже там вообще, в принципе, нету какой-то технической составляющей во всем фильме. Компьютеров каких-то там, Ну, слушай, станции, это все. ты вспомни какой-то год. Ну, это да. Не, ну... Ребята, я его победила. Извините, что я вас передобиваю, но у меня достижение.
Я победила машину. Вот, Молодец. да, так что. Да, продолжайте. Не перебиваю. Ну, Да. в общем, прям такой научной составляющей в Солярисе вообще нету. Ни искусственных интеллектов, как у Кубрика, ни космоса, как у Кубрика. Ну да, другая планета, но это все можно заменить. Станции тоже можно заменить, туман тоже можно заменить. Все, больше ничего такого нет. Да, ребят, нас Галлюцинации. тут спрашивают, механическое пианино — это тоже участник дискуссии или просто картинка? Это, считай, тоже участник дискуссии. Это участник, значит, фильма «Солярис», да, то есть я для чего вам вообще тут пыталась этот звук включить? Смотрите, сейчас мы послушаем главную тему, да, Себастьяна Баха, которую он написал хоральную прелюдию «Фа минор» из хоральной книжечки. Так, все, включаю вам демонстрацию, слушайте. Сделайте погромче динамики, потому что может быть достаточно тихо. Вот. Это, значит, то, что главная тема, да, земная. Сейчас я вам... Качество звука, конечно, Тихо? не то, что оно плавает. Как будто ты слушаешь, Ты вот знаешь, оно могло знаешь, плавать, потому что пока я слушала, я еще сюда фильтр усилителя поставила, чтобы... но оно не то, что плавало, оно некоторые вот это вот ноты, оно как бы протягивало. Как будто у тебя вот Wi-Fi, ты сидишь где-то в другой комнате, у тебя оно начинает подгружаться, из-за этого плывет. Да, ну хорошо, давай сейчас еще разочек попробуем включить. Я просто еще с настройками звука я еще работаю, ребят. Так что иногда, может быть, немножко может плавать, но я думаю, что в процессе я совсем справлюсь. Так, а теперь вот именно синтезатор АНС слушаем. Вот. Я вам уже из середины. Что за страшные звуки? Это синтезатор. Берите кота с пианино, нам написали. Да-да-да.
Ну, в общем, это все как раз тема фильма «Солярис». Сейчас я верну нам звук в то качество, которое у нас было. Сейчас сниму усилитель. Пока не говорите ничего, иначе нашим зрителям выбьет уши просто. Так, сейчас фильтры. Все, убрала. Так, да, можете возвращаться. Ну что, как вам? Очень необычно. Да, согласна. Но эту штуковину до сих пор очень много где используют на самом деле. Ну, не как очень много, именно в основном в кинофильмах. Вот. Такая вот история. А еще давайте, пока мы с темой музыки не ушли, поговорим про... Так, что это у меня такое? Всё. Поговорим про тему круга. Я вам хочу напомнить, так что нам пишут. Бот не пропускает мою реакцию на музыку из соображений цензуры. Уберите кота с пианино. Да-да-да. Да, кстати, для наших зрителей, кто нас смотрит, обратите внимание, у нас появилось голосование. Для того, чтобы проголосовать за фильм, который мы будем смотреть в одном из следующих выпусков своих, вы можете нам помочь сделать этот выбор. Мы выбрали 5 кинолент на ваш выбор, что вы хотите, чтобы мы разобрали, посмотрели. Для того, чтобы проголосовать, вам нужно оставить сообщение в чате, в обычном, куда вы отправляете нам сообщение. Нужно написать восклицательный знак латиницей void, V-O-T-E, пробел и номер варианта 1, 2, 3, 4, 5 из тех, которые предложены в окошечке для голосования. Вот, и отправить нам. И ваш голос будет автоматически учтен. Подробные инструкции смотрите в закрепленном сообщении в чате группы. Он должен быть закреплен. Сейчас я проверю. Да, это действительно так. Так что смотрите и пользуйтесь. Тестируйте наш новый сервис. Будем очень рады. Ну так вот, тема круга. Я обращаю ваше внимание на космический корабль, ну, точнее, на станцию Солярис, на которой разворачивается действие фильма. То есть, да, вспоминаем, например, то, как космический корабль был представлен у Стэнли Кубрика. То есть вот эти красненькие диваны, давайте для тех, кто к нам только что подключился, покажем их. Вот эта космическая станция по Стэнли Кубрику в «Космической Одиссее», да, то есть это как раз русская делегация, и то, как космический корабль выглядит у Тарковского. Обращаю ваше внимание, то есть, да, я говорила, когда про тему круга, я имела в виду именно вот это. Тут же, имея это в виду, обратите внимание, как выглядит постер к фильму «Солярис», про который я говорила в самом начале нашего выпуска. Как вы видите, первый постер полностью практически повторяет. То есть это помещение как раз космической станции, да, которое мы видим. И одновременно это, как я считала, для меня это отсылки, кстати, вот к этому музыкальному инструменту, который как раз используется для тематики Соляриса здесь, потому что вот эти как раз стеклянные трубы, круги, да, на которые нужно наносить рисунок, по которым потом будут считываться вот эти мелодии. То есть для меня вот эта штуковина теперь отсылка вот к этому как раз музыкальному инструменту. А этот музыкальный инструмент, насколько я знаю, использовался вообще здесь впервые. Вот, поэтому я думаю, что Тарковский, он особенно гордился этим фактом. И смотрите, есть еще такая интересная штука. Тарковский просил Эдуарда Артемьева для синхронизации музыки с кадрами, кадры там идут практически, каждый кадр, он отражает
музыкальную составляющую и наоборот, то есть они в неразделимом симбиозе существуют. Обратите внимание, что здесь есть. То есть слева, да, слева получается у нас перечислены различные инструменты, в том числе синтезатор. Там, да, есть где-то звуки колокольчиков, где-то какие-то шумы. И написано, насколько сильно каждый из этих составляющих должен звучать в фильме. И вот этот фильм, он разбит практически покадрово. Это знаменитые... Эти таблицы, кстати, они стали уже знаменитыми. Это знаменитые круговые таблицы. Как раз Эдуарда Артемьева и Тарковского, по которым они создавали фильм «Солярис». Вот такие вот интересные истории. Ну и опять вот здесь, да, мы смотрим. Так, что нам? Да, отлично. У нас есть один голос за фильм номер 5. Это что у нас? О, это Монти Пайтон и Священный Грааль. Так, а почему у меня результаты, интересно, не отображаются? Это тоже вопрос. А твой голос, интересно? Пробел, поставь пробел, пожалуйста. Между Void и пятеркой, потому что твой голос не учелся. Пробел должен быть обычный, не подчеркивание. Вот. Ням-ням-ням. Космический корабль, на котором... Ой, как космическая станция. Юля думает про несколько вещей одновременно. На которой... Но она, кстати, чем-то похожа на обычные космические корабли. Это доктор Гибарян, который оставляет свое послание. Это пистолет. Вот, кстати, интересно. Тема пистолета. Для меня было удивительно то, что Тарковский, в принципе, крупным планом показывает нам оружие убийства, да, из которого, ну, якобы Гибарян, он застрелился, как нам показывает. По книге Гибарян, он сделал такой же укол какого-то вещества, сейчас не вспомню какого, такой же, какой сделала себе Хари, когда убивала себя. То есть там какой-то укол он сделал. То есть вот это, кстати, один из моментов произвола Тарковского вот, в этом фильме. То, что отдаляет его от экранизации. Это снова станция, это Хари. Вот, кстати, давайте поговорим про нее. У Натальи Бондарчук в этом фильме особая роль, как мне кажется, да. Вообще, кто думает по поводу появления? Как вы думаете, кто такая Хари? Тут такая, в смысле, ну, жена. Но я имею в виду, скажем, Что? какие смыслы вложены в ее образ в этом фильме? Ну, это какой-то незакрытый гештальт, это какое-то напоминание о прошлом, об ошибках. Ну, возможно. Ну да, но ты понимаешь, что вот в различие Хари везде в каждом произведении появляется, но у каждого режиссера она появляется по-своему. То есть, если, допустим, телевизионный спектакль, который прям, ну, я думаю, что это полностью цитирование произведения Станислава Лема, поэтому тоже, кто не любит читать, вы можете посмотреть эту экранизацию. Она практически... Я увидела там практически дословное, да, то, что Лем, он ругал и Стивена Содерберга, и Тарковского за то, что ни одна экранизация не попала в то, что хотелось бы увидеть Станислав Лем. И, кстати, он говорил тоже Тарковскому в упрек, что я хотел увидеть здесь планету Солярис, а я не увидел ничего, да, не увидел своей планеты. Я увидел здесь какую-то мелодраму, ну, в чем я частично, возможно, соглашусь. Давайте я помогу нашему товарищу с чатом. Сейчас протестируем. Тоже вот так вот. Напишем. Вот. Поставить 5. Ну-ка, засчитался голос или нет? Вот, все.
голос засчитался. Так что я за тебя сделала, дорогой друг, не переживай. А то он отправил сообщение, он пробел не поставил. Так, да, следующий пока у нас лидирует Монти Пайтон. Вы, кстати, ребят, тоже можете проголосовать. Вот, будем Мгм. теперь определять наши фильмы вот так, таким образом, каждый раз. Да, здесь у Хари, у Станислава Лема, я хотела сказать, что она как благо, потому что главный герой видит ее в сновидениях, да, он по ней тоскует, как о мечте. То есть это для него не старушка, которая является во снах к Родиону Раскольникову, да, и спрашивает, что ж ты сделал, зараза. А у Тарковского, да простит он мне такое сравнение, происходит именно это. Да, Сереж. Чё, нет, ничего, я говорю, что не в ну, то есть не в тягость она появляется, а наоборот, как такой какой-то ну, что-то больше в положительном ключе. Слушай, ну, я, наверное, с тобой не соглашусь, потому что он первые разы пытается от нее избавиться. Ну, хорошо, первое избавление от Хари, он и в книжке тоже пытался ее на космическом корабле. Он, кстати, практически в каждой экранизации тоже это делает. Но он делает скорее из страха. Вот, я вспомнила, ребят, есть. В чем фишка? Тарковский отправляет Хари первый раз на космическом корабле умышленно в космос из страха. Да, он пытается избавиться, изыди от меня нечистая. У книжки, у Лема, как сделано, что Крису нужно, вот он увидел наконец своего гостя, первое явление Хари, ему нужно пойти посоветоваться с Сарториусом и как второго вылетело. Ребята, Да. I need help. Слушай, Снаут, блин, спасибо. понял. Спасибо, Снаут. Со Снаудом и Сарториусом. И ему нужно просто выиграть время, потому что он не хочет, чтобы Хари слышала их разговор. Он сначала обращается к ней и говорит, что Хари, дорогая, не могла бы ты подождать меня у нас в комнате? На что Хари сначала вроде как пытается согласиться, она открывает рот, чтобы уже сказать этот ответ, и замирает буквально на полусловие, говоря, что, слушай, похоже, я не могу, что-то мне говорит, какое-то внутреннее чутье, что я не могу существовать без тебя, да, и что Крис сначала, я обращаю ваше внимание, что он пытается избавиться от Хари, добавив ей в воду снотворного, снотворное на нее не действует, и поэтому он, не придумав ничего лучше, говорит, что он вспоминает, что в космическом корабле, на котором он сюда прилетел, он же запирается, да, он же, ну, как бы, он сейчас запрет, он скажет, что посидит там, и пока она не может оттуда выбраться, он просто пойдет по своим делам. Поэтому по книжке, я вам сейчас акцентирую внимание, он приглашает Хари вот в этот космический корабль, говорит, поехали, я хочу с тобой покататься. А Хари помнит, что такое космический корабль, потому что по книжке она сопровождала Криса в его космических путешествиях уже неоднократно. Вот, и она переодевается в костюм. Кстати, тоже очень интересный, классный момент, когда Хари, он говорит, ну, переодевайся в космический костюм, да, мы сейчас поедем в костюм астронавта, поедем кататься. А она такая, ой, Крис, а ты мне не поможешь с молнией? Я что-то не могу расстегнуть. И оказывается, что да, внешне это Хари, но, видимо, опять же, наша память, она обрывочна, поэтому он видит не полностью, ну как, Солярис не полностью воспроизвел эту картинку из головы Криса, то есть, например, такие незначительные детали, как молния на платье, они были упущены Солярисом, и просто эта молния на платье отсутствует, им приходится ножницами разрезать это платье, причем это происходит каждый раз, насколько я помню, по книжке. И он ее просто запирает. То есть у него получается так, что он ее запер, он нажимает на какие-то кнопки, и в этот момент он сам начинает паниковать,
И у него руки механически просто берут и запускают этот корабль, и он такой: боже, что я делаю, нафига? Ну, то есть он сам такой, боже, ему потом будет так стыдно весь фильм про то, что он сделал вот этот, потому что я не помню, как у Тарковского в других экранизациях Харри узнает о том, что он сделал с первой ее версии, и она очень болезненно воспринимает. Например, в экранизации 2002 года Стивена Содерберга, там Харри, она вообще как оскорбление практически воспринимает это. То есть она очень расстроена как раз на основании а, того, что она узнает о том, что от нее ее пытались убить, и от нее пытались избавиться, что она Крису, оказывается, доставляет боль своим существованием, причем боль невыносимую, потому что, с одной стороны, а, он ее рад видеть в какой-то мере, в любом формате, да, потому что для него это шанс заново отстроить эти отношения и закрыть этот гештальт для себя. А с другой стороны, приходит понимание того, что он не может даже покинуть по ходу космическую станцию без этой Хари. Ну, то есть на Землю он ее взять не может. На Солярисе он остаться вместе с ней тоже не может, потому что экспедиция рано или поздно закончится. Вот. И еще тут эти, значит, два ученых, которым постоянно рекомендуют ее распылить на микрочастицы, чтобы она не возвращалась больше к нему. Потому что аргументируя тоже это совершенно диким образом. Мое, кстати, мнение по поводу мотивации вот остальных двух ученых, мне кажется, что все-таки они кривят душой, когда говорят, что это же научный эксперимент, давайте мы аннигилируем, давайте посмотрим, как это будет работать. Да они все прекрасно понимают, чем это все дело закончится, вся эта аннигиляция, что она перестанет к нему приходить. Просто, мне кажется, это какая-то, знаете, ревность, что вот это вот наше человеческое нутро, потому что в экранизации, кстати, 2002 года с Клуни, которая там, доктор Сарториус — это женщина. Вот. И там, кстати, этот момент мне очень понравилось, как сделали как раз вот в этой более свежей экранизации, потому что там вот этот конфликт между... Почему Сарториус так сильно хочет уничтожить эту Хари? Вот если Сарториус женщина, здесь добавляются еще, понимаете, обертоны вот в этот конфликт, потому что вот, да, у нас одна женщина на корабле, это к беде, а что будет, когда их две, да? А? Это катастрофа. Что-что? Говоря, сейчас две, да. Да. И там как раз вот эта вот история. Угадайте, кто в этой экранизации 2002 года, какая зараза рассказала Хари о том, что первую ее версию Крис уничтожил. Да, это именно она. Вот. И причем, главное, мотивы непонятны. Значит, Хари убегает после этой новости в слезах из лаборатории. Крис у нее спрашивает, это Джордж Клуни, говорит: ты понимаешь, что делать? Ты нафига это сделала? Ну вот просто нафига? Она говорит: ой, ну, сорян, ребят, я не знаю, что на меня нашло. Ну, короче, ты же понимаешь, что она не человек, поэтому нахер ее убиваем просто, давайте ее убьем. Ой, голосую, убить. Она не человек. Да, это при том, что вроде как доктор Сарториус там больше всех топит за науку и за исследования. И, кстати, заметьте, у самого, кто гость Сарториуса? Кто-нибудь помнит? Нет, не скажу. Это где он вначале еще прилетел. Там, по-моему, карлик какой-то там, что-то такое Да. по фильму. У меня на имена вообще очень херовая память. Там имен нет, его имя не называется. Там говорится, просто там, знаете, там показывается фрагмент этого карлика. И вообще там видно, кстати, что это не ребенок, что это карлик, прям вот по фильму. Вот. И интересно, что этого момента нет как раз в фильме у Клуни. К доктору Сарториусу, кстати, там ничего не говорится, она так и не называет того, кто к ней пришел. И, кстати, там уже доктор не Сарториус, там доктор Гордон. Это тоже, это, в общем,
авторами фильма сделано тоже умышленно, специально, потому что им нужно было как-то женщину, ну, сделать доктора женщину и подобрать ей фамилию, та, которая подходила бы, ну, независимо от внешности, независимо от пола. А фамилия Гордон, она в Америке более распространенная, скажем так, да. Вот, то есть она была более удачна с этой точки зрения. А там она афроамериканка, кстати, если что так. Ну, в принципе, у меня претензий нет, там, в принципе, все сделано гармонично, поэтому. А по поводу, да, и у Гибаряна гостья там в экранизации 2002 года, это его сын. А здесь и во всех остальных, нет, у Тарковского есть различия. У Тарковского это славянского вида девушка с колокольчиком, такая тонкая, изящная, она скользит по коридорам вот этой станции в фильме. А у Станислава Лема это негритянка в набедренной повязке, насколько я помню. Там, то есть там тоже вот это вот различие есть. Поэтому нельзя сказать, что прям вот какие-то такие... У каждого свое что-то сделал. Вот. А гость Сарториуса, там, знаете, там всегда сказано как-то, что там что-то такое непонятное такое возникает. И я хочу сказать пару слов о том, кто играл вот этого карлика в экранизации Тарковского. Это Симон Бернштейн. Это он действительно в жизни карлик. О, голосование закончилось, кстати. Так что, ребят, все официально у нас фильм выбран на следующий. Будем смотреть Монти Пайтон. И я подозреваю, что мы уже с вами часа 3, наверное, да, здесь сидим. Просто я ровно 3 часа назад запустила, получается, эту вот штуковину голосования. Ням-ням-ням. В общем, короче, этот Симон Бернштейн, он был руководителем даже, по-моему, я сейчас боюсь ошибиться, то ли киностудии, то ли еще что-то. Ну, в общем, короче, он такой достаточно известный человек был в свое время. И причем, знаете, самое интересное, что и когда я начала гуглить про него какую-то информацию, а про него я где-то у кого-то прочитала, у кого-то в книжке, мне кажется, вот так вот. Когда готовилась к этому выпуску. И когда набрала, у нас не в Википедии, вообще просто, понимаете, интернет молчит, он на это имя, фамилию не выдает абсолютно ничего. Поэтому Такого подождите. человека не было. Слушайте, знаете, я как бы начала вообще сомневаться вообще, а что за несправедливость? Хотя, с одной стороны, человек актер, причем, получается, в такой картине, да, он снялся, ну пусть роль эпизодическая, ну как бы, что за несправедливость такая? Он занимал какую-то руководящую должность. Сейчас у меня где-то здесь записано, я хочу зачитать. Давайте восстановим справедливость. Так, а я, похоже, и не выписала. Ну, вот так, в общем, чувака обидели. Вот. Может быть, не просто Бернштейн? Сейчас попробуем. Мне кажется, я делала себе заметки. Нет, отказывается. Значит, я это не записала себе, а жаль. Обидели чувака. Да. Ну, в общем, будете знать, что он, по-моему, даже он руководил какой-то студией. Странно. Мне кажется, я просто, знаете, не могу найти у себя. У меня будет времечко, я скольжу глазками тут по своим записям. Что очень хочется найти. Вот. Ну, в общем, мне кажется, что действия Сарториуса, они в большей степени объясняются ревностью все-таки. Как вы думаете? Ну, Мотивация уничтожить Харри, распылить ее. Почему они так все ей настоятельно рекомендуют здесь, сделать? не знаю, скорее всего, мне все-таки кажется, я придерживаюсь своей изначальной мысли, то, что все-таки это как уничтожить что-то инородное, что-то, такое вот
Ну подожди, но они же приехали на эту планету для того, чтобы найти контакт, установить контакт с чужим разумом, ну как бы с иноземной какой-то цивилизацией. Как бы, Ну, ну слушай, вот. мне кажется, это больше лицемерие на самом деле, чем реально цель. Мне кажется, здесь больше про лицемерие, про какие-то двойные стандарты. Ну да, получается, что они же вроде прикрываясь какими-то научными исследованиями, они же по факту, получается, ими не занимаются там вовсе на Вот. Солярисе, Я и да? говорю, да, я и говорю, что это лицемерие и двойные стандарты. Да, То есть, каждый занимается с какими-то своими вещами, они взаимодействуют с этими гостями, решают какие-то собственные проблемы. вот я про это и говорю, то, что как бы на самом деле ничего здесь, ну, мне кажется, здесь вот в основном про это вся мысль и, собственно говоря, вся цепочка. Да, ну, это вот как раз тоже Хари. Кстати, знаете, ребят, я вам хочу тоже показать кадры. Я надеюсь, что нас с вами за это не забанят, но как бы это очень красивая штуковина. Сейчас я вот так вот переключу. Это кадры, которые, точнее, это сцена с зеркальной комнатой, которая не вошла в фильм. Вот. Я, когда ее увидела, она настолько красива, и она настолько объясняет происходящее, вообще, чем закончился фильм, почему вообще у нас герои пришли к тому, к чему пришли, да? Вот, я хочу вам ее показать. Давайте посмотрим. А может быть, мы вообще здесь только для того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви? А? А не просто ради научных изысканий. Кажется, у него жар. Как умер Гибарян? Ведь ты до сих пор не рассказал мне. Я расскажу тебе потом. Гибарян умер не от страха. Он умер от стыда. Стыд. Вот чувство, которое спасет человечество. Милые вы мои, так что же здесь страшного? Ведь все трудное и великое совершается человеком, чтобы достичь свободы. Хорошо. Помнишь, я тебе говорил, что я не вернусь на землю, что мы будем жить здесь. Все это ложь. Хари. Это я во всем виновата. Сделайте что-нибудь. Ведь он же умрет.
Ари. Куда ты выходила сегодня ночью? Никуда. Что ты? Выходила. Ты мне не изменяешь с Арториусом? И вот этот взгляд в камеру, да? Мгм. Ну что, как вам? Ну, так, да, интересно. Ну, это просто потрясающие красоты кадры, особенно вот эта зеркальная комната, в которой, Почему да... убрали? Что? Почему убрали? Почему убрали? Ага. Знаешь, ответ на этот вопрос, вариантов здесь несколько, на самом-то деле. Первый вариант – это то, что Тарковский, он больше всего на свете ненавидел слово «красиво», когда про его фильм говорят «красиво». Он прям М, невероятно бесился. И есть вариант, что он убрал эти кадры намеренно. Потому что очень красиво. Да, но опять же, он бы убрал эти кадры, я думаю, что вырезали бы только, возможно, зеркальную комнату. А там, извините, из всех 4 минут фильма, вот эти вот, да, которые мы сейчас видели, там же зеркальная комната, она занимает всего пару мгновений. И в эту концепцию для меня не вписывается вот именно этот момент. Потому что в этом фильме, в этом отрезке происходит именно это тот пазл, собственно, который передает, по моему мнению, смысл вообще тому, почему это произведение закончилось именно так, как оно закончилось. То есть это эволюция Хари, то есть обратите внимание то, как она говорит, вот этот взгляд, да, как бы в камеру, это очень сильная актерская работа, и это прям очень сильный момент. Я очень жалею, что нет этого кадра в фильме, потому что это прям потрясающе. Хари и Крис меняются местами. Если когда в первое появление Хари, она говорит Крису: «Я не могу без тебя, не уходи, даже если ты уходишь на пару минут, то останься здесь, будь при мне», то здесь это уже как раз последнее явление Хари, как раз перед тем, как она покончит жизнь самоубийством. Вот после этой сцены, после агонии Криса, когда он заболевает, вот это вот его метание, она же, по сути, и как раз именно после этого она покончила жизнь, да, с собой. Она пошла к ученым, сказала: «Аннигилируйте меня». И она после этого исчезнет навсегда. И они, видите, они меняются здесь местами. То есть здесь уже он в бреду говорит: «Хари, ты что, ты куда уходила, ты мне изменяешь», да, то есть, как бы здесь тоже все понятно. По поводу Гибаряна, да, что вот как раз произносится та самая фраза, что эти гости – это совесть. Опять же, да, что это не благо, как у Лема, и что... но тема ущербного бога, она звучит и у Лема тоже. Там есть целый монолог у Криса после того, как он потерял Хари во второй раз. То есть в первой ипостаси она покончила жизнь самоубийством в результате их ссоры. И он ей просто не поверил, и поэтому он считает себя виноватым. Он не думал, что она сможет это сделать. Вот. А во второй ипостаси она аннигилирует, да, потому что получается, что она не может быть с ним, и он из-за этого мучается. И она из жалости к нему прекращает свое существование. И вот уже после этого он произносит такой монолог, что... Ребят, я забыла. Эта мысль была слишком длинная, чтобы держать ее в голове. Вернемся к этому позже, да. Про монолог последний. Вообще напрочь. Ну так вот, вспомнила. Вот как раз он говорит про совесть. Это наша совесть или это наше благо? И он произносит монолог про тему ущербного бога. Он говорит Снауду: «А ты никогда не думал, что
Бог существует, но это Бог ущербный. Что значит ущербный Бог? Это значит Бог, который м, не имеет полной абсолютной власти над происходящим, он просто а, Влияет. самого, ну как, он высокоразвитый, у него, он осознает себя, то есть, да, у него в его руках очень большая сила, но при этом он не всесилен. То есть все равно так или иначе он не может кому-то что-то дать, кому-то помочь, потому что он понимает, что последствия будут такие, что последствия будут хуже, чем, ну, мне лучше не вмешиваться, короче говоря. Да, и то есть и здесь получается, вроде я могу что-то сделать, но при этом, ну, я не имею права, потому что я сделаю только хуже. И этот ущербный бог вынужден просто созерцать, условно говоря, свои творения, да, и страдать, и понимать собственную никчемность при всем своем могуществе. И ему, на что Снаут ему говорит, так то, что ты описываешь, это же человек. И Крис говорит ему в ответ, что нет, слушай, нет, человек сюда не подходит, я не об этом вообще. Но тогда это Солярис, и не Солярис тоже. То есть и здесь вот они в таких размышлениях, как раз и этими размышлениями оканчивается произведение, как раз вот этот монолог об ущербном боге. Кстати, как по вашему мнению, чем закончился этот фильм? Кто что увидел, кто что прочитал? Слушай, но мне кажется, что, в принципе, ну, у Тарковского у него вообще неоднозначные концовки. У всего. И Сталкер тоже непонятно, как заканчивается. То есть, мне кажется, это, знаешь, такой ну, не знаю, на подумать, на суд зрителя, на суд читателя, вот что-то вот такое вот. Ну, хорошо, простим вопрос. По твоему мнению, Крис, он вернулся на Землю, или он остался на Солярисе, или он вообще умер, и это все происходит где-то, не знаю, в какой-то выдуманной вселенной, как бы, не знаю, какой-то хэппи-энд. Ну, мне кажется, ну, в моем понимании остался на Солярисе. Дима, а у тебя какие впечатления? Ну, последний монолог больше похож на последнюю стадию принятия. Что вот он себя типа простил, все такое. Но я в продолжение современной повестки, аналогичных фильмов, я бы добавил сцену после титров, то заходят космонавты, которые пришли на помощь, и в итоге обсуждают, что вот у них заканчивался кислород, и у них просто были галлюцинации. И они умерли от нехватки воздуха. Прекрасно. Кстати, вполне вероятно, да. Или попадание какого-то внешнего газа, там атмосферы, все такое, что привело к галлюцинациям, они не смогли нормально чинить там что-то, залутать дырку, и в итоге умерли от нехватки воздуха. Да, я вас поняла. Ну, давайте я вам расскажу, как это было сделано в разных произведениях, и, возможно, мы сможем приблизиться, да. На самом деле, это не только у Тарковского достаточно непонятный открытый финал. Тарковский здесь скорее прибавил тему отца, что он остается на Солярисе не из-за Хари, которую он потерял, и без надежды, да, на ее возвращение, потому что ее аннигилировали, ему четко сказали, что все, ты ее больше не вернешь никогда. Значит, что происходит по порядку, да, пойдем с самого первого. Начнем с книжки. Что происходит в книжке? Главный герой после того, как потерял Хари, ее аннигилировали, он идет за вертолетом, говорит, что недалеко был зарегистрирован мимоид. Что такое мимоид? Это что-то вроде не галлюцинация, в пустыне, когда мы видим несуществующий мираж. Вот. Слово мираж – это как мираж, да, который появляется на поверхности Соляриса. И как раз ученые его замечают, и Крис вызывается его исследовать. Он берет для этого вертолет, вылетает, значит, к этому мимоиду, снижается, пытается понять, что мираж это или это действительно объект осязаемый.
ему удается полностью, ну, как, присолериться, ну, в общем, опуститься на вот эту, значит, поверхность. Он успешно сажает вертолет. Поверхность оказывается достаточно ровно для того, чтобы этот вертолет посадить. Он выходит на поверхность и понимает то, что, ну, это, в принципе, осязаемо. То есть то, что делает Солярис, да, на поверхность Соляриса, если вы помните, до этого ученые воздействовали рентгеновским излучением. И еще, да, они что-то там, какую-то запись мыслей Криса посылали. Когда он там сидит в лаборатории, ему Сарториус говорит: думай о величии человечества, и Крис такой: да-да-да, а сам... Ну, у Тарковского непонятно, о чем он думает, а вот в постановке 1968 в телевизионной там прям закадровый голос вслух произносит мысли Криса, и он думает там как раз о Харе: оставьте мне Харе, заберите гостей у остальных ученых, оставьте мне ее. Мне больше ничего на этом свете не надо. Вот. Ну и у всех остальных оно подразумевается, что он так себя повел. И он возвращается, значит, по книжке, садится на вертолет, обратно улетает на станцию, но он понимает, что да, Харе распылили, но похоже, что вследствие вот этих экспериментов над разумной массой океана в океане начались какие-то процессы. То есть похоже, что ну, там начали возникать какие-то образы с Земли, а там действительно похоже, да, то есть там то ли сад, то ли не сад, я не помню, но мне показалось, что как будто у меня вот тоже мысленная картинка была, когда я книжку читала, что как будто там что-то такое, что-то вроде поверхности Земли даже какой-то начало образовываться, вот. И дальше идут такие пространные размышления Криса, что ему несколько дней после его вот этой экспедиции пришлось делать вид, что с ним все нормально, чтобы Сарториус перестал на него бросать озабоченные взгляды. И когда Сарториус успокаивается, там как бы все приходит в норму, все думают, что Крис в порядке. Мы не знаем, что там происходит. Понимаете, там финал открытый. Но, как сам говорит Станислав Лем, что его герой остается на Солярисе, он остается на Солярисе насовсем, без надежды на возвращение своей женщины. То есть это он там теряет надежду, но при этом он остается на Солярисе, но все равно он ждет ее, так или иначе. Даже если он знает, что она не вернется, но как бы он там может вернуться, потому что до Земли ему 16 месяцев всего, заметьте. То есть это там такой трагический финал. В телеспектакле, по-моему, там такой же финал, в точности, как у Лема. У Тарковского вообще очень интересная история за счет того, что у него главная тема его взаимоотношения с Богом, с отцом и матерью. У него человек, все персонажи крупным планом сделаны. Главная его вот эта мысль – это взаимоотношения с отцом, отец, у которого он уже не может попросить прощения за какие-то свои, да, и поэтому для него то, что он желает для себя, да, это вот как раз оказаться вот на этом Солярисе, да, ну, вот у сына, в объятиях отца. То есть вот это вот тот остров, который у Тарковского образовался, вот это дом, да, где герой Крис, он просто бухается перед отцом на колени, что прям полностью цитирует нам библейские мотивы, да, все узнают знаменитую картину. Вот. Это вот, кстати, вот сейчас давайте еще поговорим про картины. Сейчас мы тоже про это расскажем. И у него получается, что Харе утеряна безвозвратно, но при этом главный герой выбирает, ну, понимаете, там непонятно. Я бы сказала, что непонятно, то ли он бросился в воды океана и утонул, он там погиб, либо действительно на Солярисе начали образовываться эти острова, и вот эта энцефалограмма, которую послали вот в этот океан, она настолько яркая картинка, вот этот дом, что он на самом деле образовался, и что океан послал ему нового гостя в роли отца, да, и что он еще для них домик вот этот воспроизвел, который, и что вот они там живут до конца своих дней, да, вот.
И я тоже хочу рассказать о концовке, которая в экранизации 2002 года с Джорджем Клуни. Там я хочу вообще сказать о самом произведении, что взаимоотношения между Крисом и Харри вынесены на первый план. Давайте мы это проиллюстрируем, чтобы больше к этой теме не возвращаться. Вот это постеры как раз этой экранизации. То есть это нам показывает историю любви. По постерам это видно. Харри здесь потрясающая красотка. Так, а я крупным планом, наверное, ее не сохранила. Но вот здесь все персонажи, которые там есть. То есть это Харри, Крис, которого Клуни играет, Сарториус и доктор Сноу. Почему не Снаут? Потому что в английском языке Снаут — это хоббит, это когда говорят про чей-то нос в каком-то негативном ключе. Типа, у тебя нос как хоббит вообще, да? Типа, ну, у нас говорят нос картошкой, у них нос как хоббит. И поэтому, когда адаптировали это произведение, они превратили Снауда в доктора Сноу. Кстати, Харри у них не Харри, ее зовут Рэй. Это тоже, этому есть объяснение, потому что когда переводили роман Станислава Лема на английский язык, переводчики перевели имя Харри как Рэй. Почему? Потому что Харри это звучит как Гарри. В английском языке нет женского имени, которое звучит как Гарри. Да? Ну, как бы, это бы не было бы вот такого эффекта, необычности какое-то имя. Это казалось бы, что почему мужское имя, ну, условно говоря, почему в вашем произведении женщину зовут Валера, да, говорили бы. Вот. Или Геннадий. Или Геннадий, да. То есть эффект бы был не тот, а здесь нужно именно был создать эффект редкости имени, поэтому придумали, что она будет Рэй. Кстати, похоже, потом это имя, я только что мне пришла в голову эта мысль, в «Звездных войнах», да, там же тоже Рэй в последних вот этих ипостасях уже, последней серии где-то были. Вот, так что классно. И чем там заканчивается? Вообще, в экранизации 2002 года эта самая Рэй, она как благо, да, то есть первое ее явление главному персонажу снится Рэй, его любимая девушка, их моменты на земле, и он ностальгирует. То есть он настолько сильно хочет ее вернуть, то есть там отличие этого произведения от всех его советских вариантов до этого, угадайте, да, в чем? Что наконец-то Харри выходит у нас в роль не целомудренной какой-то то ли мамочки, то ли подружки, то ли вообще непонятно какой-то чужой женщины, на которую странно там смотрит, да, которой нельзя дотронуться, там, если какие-то есть намеки на то, что происходило между ними на этой космической станции, они даются очень деликатно и очень осторожно. То здесь, в экранизации 2002 года, в принципе, здесь прям четко, да, говорится, что конкретно, да, там у них и поцелуй, и вообще и то, что на земле у них было. Там дается, наконец, объяснение, почему Крис так сильно сходит с ума по этой женщине, потому что там показано, как долго и упорно он ее добивался, как он бегал за ней, она лет 5 ему, она не хотела за него замуж выходить, он делал ей предложение не один раз, и она каждый раз говорила, ну и потом, я потом отвечу, ну то есть он проводил над собой какую-то супер работу по внутреннему росту в том плане, что там показано, что она женщина из хорошей семьи, девушка, да, из какой-то образованной, уж не знаю, Гарвард, Оксфорд, но там даются намеки на то, что у нее такая какая-то аристократическое такое происхождение. А Клуни, он обычный психолог, психотерапевт. Естественно, чтобы ему дорасти до нее, ему надо было какую-то работу над собой проделывать, там ее родители не одобряли этот брак. Ну, то есть там все логично. Почему для Криса она такая ценность, там дает зрителю понять это все. И когда Харри, Рэй, он теряет,
это, блин, действительно трагедия. Ты такой сидишь, боже мой, а как же он без нее? Она же для него все фактически, да. То есть он о ней грезит, она ему снится там ночами. Вот. И когда ее аннигилируют без его спроса, это действительно, это прям трагедия, это, знаете, прям, ну, ты ощущаешь масштаб этой катастрофы. Чем тот же самый, когда ты Тарковского посмотрел, ты такой, ну, наверное, для него это что-то значит, возможно. И ты такой, ну, типа, мы можем только догадываться, потому что так нифига не понятно. Они там действительно ходят, вообще смотрят в разные стороны друг от друга. Абсолютно все персонажи. Каждый в своих мыслях, каждый занят сам собой. Вот. И там заканчивается тем, что там потрясающий финал. Я вас просто призываю посмотреть вот новую экранизацию Содерберга просто для того, чтобы посмотреть это. Какая там развязка? Доктор Гордон, ну она же Сарториус, она прыгает в свой космический, ну как, в космический корабль, она говорит, все, я решила, что мы сворачиваем эту миссию на этой планете, с нас хватит, это вообще, иначе мы тут все с ума сойдем, он уже, у нас Крис, он в каком состоянии ходит, она запрыгивает, значит, в космический корабль, начинает включать систему, говорит, Крис, давай запрыгивай, собственно, почему это происходит? На станции Крис, когда еще прибыл, он видел там кровь чью-то, а потом выясняется, что гости, у них крови как таковой нет, это не их следы. В общем, что произошло? Вот этот доктор Сноу, с которым они общались, на самом деле это оказывается, это тот самый гость, который пришел к Снауду. То есть ему явился его двойник, его копия. И этот гость, он, ну, поскольку первый Сноу убивал каждый раз своего двойника, двойник перенял эту способность, и он убил настоящего настоящего Сноу. И понимаете, я в этот момент так сижу, блин, как круто, ну, потому что это же рекурсия, и действительно оно так могло быть, да, на самом деле. И это логично. Там смотрится это все логично и органично. Это прям было вкусно для меня. И естественно, вот эта копия, она не может существовать вне Соляриса, он остается на корабле. И, понимаете, здесь на этой станции их же 3 всего ученых. То есть Сноу остается здесь, Сарториус на корабль, что же будет с Крисом? Вот. И у него там несколько минут таких колебаний. Вот он, значит, тут тоже, кстати, отсылка вот к этому. Значит, он колеблется какое-то время, там что-то сходит с ума, там что-то вот прям он по каким-то причинам падает, ну, видимо, тоже то ли головокружение, то ли вот эти вот думы его так сильно нагнетают. Он падает, и к нему подходит вот этот мальчик, который сын погибшего доктора. Так, все, что у меня с именами. Уже к 4 часу вещания я уже... Гибаряна. Юля, кстати, у нас еще долго, потому что завтра на работу. Все, я уже заканчиваю. Сын Гибаряна протягивает ему руку, и здесь прям вот эта отсылка вот к этой картине, да, Сикстинская капелла. И, собственно, он остается... там дальше показывается, знаете, кадры с земли, как будто непонятно, кажется, что он вернулся как будто бы, и ты не понимаешь. И в конце он режет себе палец, и рана тут же заживает, и ты понимаешь, что это двойник, ну, то есть он сам стал вот этим, ну, то ли гостем, ну, непонятно, то ли он решил погибнуть, то ли не погибнуть. И как я тут увидела, знаете, как в фильме «Начало», когда к нему приходит его вот это Рэй, Харри, и она такая, наконец-то мы можем быть вместе, нам теперь уже никто не может мешать. Это, знаете, это и «Мастер Маргарита», это в одном тоже флаконе, потому что это вот это, да, наконец-то мы не обременены ничем земным, нас теперь никто не может разлучить. Где-то вот в другом мире, да, где ты на грани между жизнью и смертью, или, возможно, вообще где-то уже за гранью, да, жизни, вы наконец-то можете быть вместе. И это прям вот круто, мне это очень понравилось. Этот финал. Мне кажется, это как раз то, чем должен закончиться... Вообще этим, мне кажется, должно было закончиться это произведение. Ну вот по моему какому-то чутью такому внутреннему.
согласен. Хороший конец. Да. Концовка. Ну, это, знаете, как концовка в «Мастере и Маргарите». То есть ты вроде бы рад за них, потому что, с одной стороны, для них все хорошо, но с другой стороны, блин, ну там же прям прямым текстом говорится, что все умерли. Причем и ну, у Булгакова в том числе. Ну да. Вот. А уж у экранизации... Так, все. Я имен не помню. Последняя экранизация. Вот эта вот свеженькая. То есть там же тоже, там вообще это трагедия. То есть они, по-моему, вообще даже... Кстати, они после смерти-то вместе хоть остались, нет? По-моему, нет. Или да? Кто? Мастер и Кто? Маргарита. Да. По-моему, да. Ну, в общем, там тоже очень трагически. Один погибает в лечении... ну хотя там, в принципе, по книжке, наверное. Не знаю, мне показалось, что прям я прочувствовала их. И про последний, или про какой? Про последний. Ага. Потому что я их трагедию прям прочувствовала. Мне почему-то показалось, по моим ощущениям, что они не вместе, что там прям реально все умерли. Ну, как-то прям там очень мрачно. И давайте немножко поговорим про фильм «Гравитация». Я хочу вам сказать, почему в этом фильме много общего с «Солярисом». Вот тот момент, когда героиня Сандра Баллок, у нее, знаете, самое темное время это перед рассветом, да, когда она уже все перепробовала, она понимает то, что она не может выбраться с этого корабля и вообще спастись, она уже решает умереть, просто прекратить бороться, действительно уже она приготовилась к смерти. Тут, кстати, кто-нибудь «Гравитацию» смотрел, ребят? Нет, Дим? не дошел. Дим? Нет, не смотрел. По «Гравитации» много отзывов негативных было. Ну, кстати, очень зря. Я всем прям рекомендую посмотреть этот фильм. Очень классный. Особенно после «Соляриса» вам зайдет. Как раз Дим, который очень любит... «Солярис» не зашел. Очень сильно не зашел. Ну, я понимаю. «Гравитация» там очень много, как сказать, глупых действий этого, получается, главной героини, не свойственных для астронавта. Ну, я с тобой боюсь, не у меня соглашусь. будет очень впечатление, потому что я, в космической тематике я очень много вещей изучал, как чего действует, как это. И мне вызов наш последний, это вообще дичь был. Но это Так мы что в другой «Гравитация». раз поговорим. Ну, так вот, я вам про вот этот конкретный момент хочу рассказать. Она видит... Тот, кого играет Джордж Клуни, это капитан, это ее наставник по космической миссии. Он более опытный астронавт, она менее опытный астронавт. И у них ситуация получается такова, что они работают на космическом корабле. Тут по каким-то причинам, по-моему, метеоритный дождь или еще что-то такое случается. Вся команда погибает. Джордж Клуни вынужден отключить себе кислород, потому что либо она, либо героиня Сандры Буллок выживет, либо он. Он выбирает спасти, как капитан, спасти жизнь своему, подчиненному, да, и погибает. Она говорит: ах ты ж зараза такая, ты лучше бы меня убил, потому что, теперь получается, я вообще здесь одна осталась, живая, а больше в космосе вообще ни одной живой души, и что мне теперь делать, да? У них корабль, значит, там, по-моему, тоже что-то с ним случается, то есть она вообще одна в этом космосе, вообще полностью, без связи, вот. Практически как, я не знаю, на необитаемый остров выброшена. И вот когда она уже решает сдаться, она все перепробовала, она уже сжимается в комочек, говорит: все, ребят, я согласна умереть, вы меня победили. Она видит погибшего героя Джорджа Клуни у себя вот за иллюминатором, она видит, как он открывает двери вот этого космического корабля, у нее тут же кислород пропадает, там такое, знаете, вот этот звон в ушах, когда у тебя недостаток кислорода, она пытается то ли дыхание как-то задержать, как-то чего, пока он забирается в эту кабину. Вот. И потом, значит, он запускает снова, загерметизировал, запустил кислород, вот они сидят, разговаривают, он говорит: ну ты чё? Чё ты тут нюнь-то распустил? Ты чё? Я понял, тебе тут нравится. Он говорит, что
она, ты чё, говорит, не улетаешь ты домой? Она говорит, ну как, ну у меня топлива нет в баке, вообще ничего не работает, ну все, мы не вернемся. Он говорит, все, топлива нет, нашла проблему. Ну а двигатели для посадки тебе на что? Она такая, ну это же для посадки, это не для взлета. Он говорит, а что взлет, что посадка одно и то же, тебя что, не учили, что ли? Она такая, ну я до посадки ни разу не доходилась, я не доходила на учениях, я всегда потому что разбивалась. Вот. Он говорит, спокойно, сейчас все будет, я сейчас тебе все покажу, расскажу. Говорит, а ты что, собственно, тут сопли-то распустила? Ты что, типа, домой не собираешься? Все, ну, как бы, ну да, типа, у нее там ребенок просто погиб, и она винит себя в его смерти. И он такой, ну да, можно там отключить вообще все системы, отключить свет и спокойно тут сидеть вот в этой капсуле, чтобы тебя никто не трогал, и от тебя отстали все. Он говорит, ну, слушай, ну можно же выбрать жизнь, можно же, ну, как бы продолжать бороться, вот, ну, как бы, ну и что ты что-то не помнишь, ну, просто тут уже, ну, переучиваться некуда, поэтому, ну, просто уже делай и все, как будет, вот, и всем понятно, она у него спрашивает, а ты, собственно, как тут появился-то, ну, как бы, потому что все понимают, что он не мог, он уже погиб, там буквально в начале, в самом фильме, да, уже там полфильма прошло, если не больше. Он же не может здесь появиться просто. И тут он, значит, откуда-то прилетел, такой, я там это... Короче, мне повезло, подфартило, я, короче, выбрался. Вот, ну ура. Нет, мы понимаем то, что персонаж Джорджа Клуни для нее это та самая Хари, которая появляется у Криса на Солярисе. То есть это прям такая мощная отсылка. Ну и спойлер, да, там, в общем, после такого, в такой вдохновляющей речи у Сандры Буллок все получается. Она возвращается на Землю. Вот. Что вам еще рассказать? Ну, вот в фильме «Начало», кстати, тоже мне почему-то очень здорово вспомнился этот фильм, когда я смотрела, потому что по факту это тоже прям цитирование этого произведения, прям мощное. Вот. Ну, потом вот сцена здесь, да, ну, у меня не очень четкий кадр получился, где в библиотеке, по-моему, они сидят. Вот эти кадры с левитацией, как Хари рассматривает картины Брейгеля, да, то есть и она говорит, я уже человек, я уже начала. Она фактически сидит в этот момент, воспоминания Криса, да, собирает она, потому что начинает, она смотрит на картину Брейгеля, тоже вот этот хруст снега, она прям ей кажется, что она знает, как это на самом деле выглядит, она понимает полностью, что на этой картине запечатлено. Вот здесь уже образ матери, вот, отсылка к Венере Милосской. И давайте вот еще буквально пару слов о вот этой кадре, потому что это кадры, когда Хари отравляется жидким кислородом. Да, по-моему, она же жидкий кислород, по-моему, выпила. Да. Здесь нужно отдать должное героизму актрисе, которая вот Наталья Бондарчук. В общем, ребят, как снимали эту картину? Ну, Наталье Бондарчук надо было здесь задержать дыхание где-то, ну, хотя бы на полминуты, ее Тарковский попросил, чтобы снять этот эпизод. Почему? Она ложится, ее покрывают каким-то таким раствором, который, знаете, он застывает как стекло. И в том числе наносит вот это вещество, ну, прямо и на волосы, на всю ее одежду, на лицо, чтобы оно в кадре, ей нельзя в этой маске дышать. Ну, условно говоря, вы понимаете, что если она улыбнется, у нее вот тут вот кожа вот так вот порвется просто. Ну, не кожа, вообще вот все тут порвется. Ну, то есть я не понимаю, для чего такие жертвы, но, в общем, это такой съемочный процесс у Тарковского, чтобы вы понимали. И она говорит, проходит полминуты, я лежу, значит, вот под этим гримом, который меня наложили. Проходит минута, проходит полторы, говорит, слава богу, что я пловец, говорит, и я могла задержать дыхание настолько долго. Ну, как бы я смогла, потому что, когда Тарковский ко мне подошел 1,5 минуты спустя, он говорит, ой, да ты моя умничка, да ты молодец, как я тобой горжусь. И она понимает, что она пытается, ну, как бы невольно улыбается, то есть это зараза, мало того, что 1,5 минуты ее держала без кислорода, так он еще подошел, и реально, фактически он знает прекрасно, что ей нельзя улыбаться, и вот у нее, что лицо там просто порвется, разойдется, там ее не зашьешь никогда в жизни больше. Вот, еще за раз такая еще смешить ее там начал.
Вот, ну, говорит, я быстро-быстро просто как-то это, она там то ли бокал с водой на себя выплеснула, что там, ну, в общем, вышла из ситуации, чтобы это, ну, в общем, там такая. И говорит, как она играла эту картину. Он говорит, ты пойми, что тебе нужно сыграть так, твоя героиня возрождается через смерть. То есть там же как, она выпивает жидкий кислород вот этот, и она не может умереть. Ее ткани начинают потом, ну, обратно срастаться, и она постепенно начинает обратно восстанавливаться. Поэтому и там это рождение через смерть, то есть через боль вот эту. Ну, в общем, это вот как-то так. Это все очень сложно. Вот. И надо сказать, что на эту роль Тарковский искал актрису 2 года. На нее пробовались и Маргарита Терехова, и так, забыла, Демидова. Демидова туда тоже пробовалась, но у Демидовой, по-моему, слишком... Алла Демидова, да. Слишком агрессивная Харри получалась, поэтому, ну, и не смогла она пройти на эту, значит, роль. Вот. А Харри, она... Наталья Бондарчук, она в самом начале пробовалась, но Тарковский ей отказал, и практически он до самого конца не хотел ее брать. Почему? Потому что он говорит, слушай, ну какая ты Харри, ты пойми, что тебе сейчас то ли 18, то ли 19 лет, а твоему партнеру по фильму, с которым ты будешь сниматься, да, кстати, мы его еще ни разу даже не назвали, его зовут Донатас Банионис, прекрасный тоже актер. Он говорит, ты понимаешь, что ему за 40 уже? Ну, типа, ты как вообще собралась с ним в одном кадре сниматься? Типа, ты его жена, ты должна быть его ровесницей. А в итоге он все равно, ему деваться некуда, ему пришлось Наталью Бондарчук взять на эту роль. Вот. Ну, вот как-то так, ребят. Кажется, я сказала все, что я хотела сегодня сказать. У меня даже немножко охрип голос. В общем, фильм классный, всем рекомендую к просмотру обязательно, прям в обязательном порядке. Так что вот. Спасибо, Юль, было интересно, познавательно и на самом деле очень много нового. Ну, интересно, вот и что про звуки, что в целом, то есть очень классная информация, прям очень классно подготовил, спасибо. Спасибо. Я очень рада, что всем понравилось и надеюсь, что это было познавательно, занимательно и интересно. Я надеюсь, что у вас получится полюбить творчество Тарковского, в том числе вот «Солярис». Ну, «Солярис», мне кажется, это мой любимый фильм. Вот, во всех ипостасях. Вот. Так что картина достойная. Ну что, ребят, тогда у нас на следующий выпуск Монти Пайтон. Да, немножко переключимся с такого серьезного, тяжеловесного кино, да, на что-то такое более, наверное, легкое, вот, такое расслабляющее. Вот, и посмотрим. Так что вот. Кстати, ну если мы Монти Пайтон будем смотреть, я думаю, что, наверное, Фолси Тауэрс, да, наверное, тоже. Как вы думаете? Зацепим? Я ни того, ни другого не знаю. Ну, ладно, мы тогда с вами спишемся, я все расскажу и покажу, надеюсь. Договорились. Все, да, тогда давайте. Всем пока. Всем спасибо, что были с нами. Я записала этот выпуск, так что я думаю, что запись мы выложим куда-нибудь в наши соцсети. Вот, и на Твиче он тоже сохранится. Так что все. Ребята, всем спасибо, что были с нами. Всех люблю. Давайте.